всем, с вами Ганзи, и это объединение всех частей в одну сюжета Наруто Путь Бога Смерти. Предлагаю всем тем, кто еще не зафоловился на Twitch, сделать это, а также вступить в наш Discord сервер. Там вам очень понравится, будьте уверены, ссылки вы найдете в описании. Ну а тот, кто не подписан на канал, подписывайтесь, сразу же ставьте лайк и на колокольчик, чтобы супер премьеры не пропускать. Ведь скоро на канале уже стартанет новый сюжет. А это Наруто Путь Бога Смерти, объединение всех частей. Поехали! Я супер элитный ниндзя и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько мое имя. Пролог. 10 октября в этот день были роды жены 4-го Хокаге Минато Намикадзе, а саму жену звали Кушина Узумаки. У них должны были родиться один мальчик и одна девочка. Мальчика хотели назвать Наруто Узумаки, а девочку Айко Намикадзе. Но вдруг кто принимал роды Кушины, уронил головы, а возле них появился человек в маске, он же Обита, и поймал детей в каждую руку, после чего сказал: «Если ты, Минато, не отойдешь от Джинчурики, то твои дети могут умереть, не прожив и 5 минут», – сказал человек в маске. «Стой, не нужно делать то, что не обдумал», – ответил Минато. «Поздно». И подкинул детей вверх и кинул кунай в их сторону, но тут появляется Минато, он же ловит детей и отбивает кунай, и вдруг он слышит шипение. Он незамедлительно телепортируется на улицу, после чего снимает пеленки и быстро, переместившись домой, улаживает детей в кроватке. После Минато одевает плащ, на котором сзади была канзи и надпись «Тень огня, 4-е поколение шиноби». Он же телепортируется, где сейчас лежит Кушина, которая не вырубилась и держится на силе воли. Минато сразу берет Кушину и телепортируется туда, где находятся его дети, а именно Наруто и Айко. Положив Кушину возле детей, он телепортировался на скалу с лицами Хокаге, и его замечает Девятихвостый лис. Девятихвостый был очень и очень зол на Минато и начал создавать бомбу хвостатого исполинских размеров. Минато понял, что сейчас, если он не переместит бомбу хвостатого, то может попрощаться с деревней и ее жителями. Поэтому он складывает печати бога грома и телепортирует бомбу хвостатого далеко от Конохагакуры. 4-й Хокаге берет кунай бога грома и кидает в Кьюби Ноёку, а после он перемещает его и себя далеко от Канохи. Тем временем Сарутоби Хирузен решил, что он запечатает лиса с помощью техники печати бога смерти. И поэтому он незамедлительно побежал туда, куда 4-й телепортировал Девятихвостого лиса. А Минато понял, что победить лиса он не сможет, и принял решение запечатать его в Наруто, ведь ему досталось больше чакры, чем у Айко. Он телепортировался домой, куда положил Наруто, и хотел его взять, как вдруг Кушина говорит: «Минато, не смей, ты же отлично знаешь, что Джинчурике быть очень трудно, ведь тебя будут все ненавидеть, а после говоришь, что ты демон, и будут желать смерти Наруто», – пригрозила Кушина. «Кушина, ты права, но если не запечатать Кьюби, то деревне и всем нам придет конец», – ответил ей Минато. «Хорошо, Минато, обещай, что вернешься с Наруто», – ответила Кушина. «Обещаю, Кушина». И взял Наруто, после чего телепортировался, где сейчас все разрушает лис. После этого Минато призывает алтарь для печати мертвого демона, или же печать бога смерти, но видит Хирузена, который начал диалог. «Минато, стой! Я запечатаю его в твоего сына». «Но почему? 3-й сама?» – спросил Минато. «Моя жена умерла.
а я уже стар, а ты молод. Мне уже нечего жить. И после этих слов он берет Наруто и начинает складывать печати. Змея, свинья, овца, кролик, собака, крыса, птица, лошадь, змея. Но он был стар, и поэтому он сложил печати не в том порядке и сказал: «Техника, печати бога смерти». И сзади третьего Хокаге появляется бог смерти. Так, бог смерти, ты должен будешь запечатать всего лиса в этого ребенка. И можешь забирать мою душу. После этих слов чакра Кьюби начала засасываться в Наруто, и когда это происходило, чакра бога смерти начала смешиваться с чакрой Кьюби, и она стала не оранжевой, а желтой. Когда все прошло, то у Наруто покрасились волосы с желтого на белый. Появились на зубах мини-танто бога смерти, и на него наделось белое кимоно. Непонятно каким образом. После этого от Наруто начала исходить мощная желтая чакра, что Девятихвостый нервно курит в сторонке. Минато настолько испугался, нет, не так, он уже хотел обкакаться, извините меня, но потом, взяв себя в руки, он еле-еле отнес Наруто в приют и оставил там записку. Его зовут Наруто Узумаки, позаботьтесь о нем. А Кушини сказал, что Наруто умер из-за того, что в нем запечатали девятихвостого демона лиса. Кушина долго горевала, но вспомнив, что у нее осталась еще и Айка, она немного успокоилась, но все равно печалилась из-за смерти своего сына Наруто. Вот так и начинается путь Наруто. Прошло 3 года с нападения лиса. Наруто рос гением. Почему, спросите вы? Потому что в 9 месяцев он начал ходить, а в 1 год уже умел бегать. В 2 года он научился читать, а в этом году и писать. И да, забыл сказать, что после смерти Наруто у Кушины родился мальчик. Его назвали Менма Намикадзе. В отличие от Наруто, они росли избалованными и самоуверенными. Когда им мешали, то они угрожали своим отцом, ведь он Хокаге, самый главный и уважаемый человек в деревне. На Наруто всегда смотрели с презрением и ненавистью. Его почти каждый день избивали пьяные ниндзя, а в его день рождения избивали до полусмерти. Он не понимал, почему его ненавидят. Он же такой, как все дети. Но есть одно, то, что отличает его от всех. У него росли 6 усиков. Но это все. Почему? Почему же меня ненавидят? Задавался вопросом каждый день Наруто. Он жил в приюте. Его тоже там ненавидели. Ему давали меньше кушать. Жил он не в комнате, а на чердаке. На чердаке не было кровати, был холодный пол. Где он спал, спросите вы? Он спал на маленьком одеяле, а укрывался полотенцем. Дети с ним не играли, а дети постарше собирали банды и избивали его. У Наруто были белые волосы, голубые глаза, одет он в черную футболку со знаком водоворота и в черные шорты, а на ногах были потрепанные сандали шиноби. За спиной у Наруто была Танто, но никто, кроме Наруто, поднять его, его не использовал. Чего, блять? За спиной у Наруто было Танто, но некто, кроме Наруто, поднять его, но он его не использовал, ведь он может при избиении потерять это оружие. Наруто любил ходить в библиотеку, ведь он любил читать, и его ненавидела библиотекарша, потому что она приехала и начала работать в библиотеке год назад. Он понял, что ему уже надо стать намного сильнее, чтобы он смог защитить себя хоть как-нибудь. Для начала он взял книги. Что такое чакра, история о мире шиноби, как правильно кидать сюрикены и книга с базовыми техниками. Когда он их взял, Майта, так звали библиотекаршу, всегда удивлялась, ведь мальчику всего-то 3 года, а он уже умеет читать и хочет стать шиноби. После того, как Наруто взял книги, он отправился в приют и пошел в свою комнату и начал читать их. Сначала Наруто решил прочитать о мире шиноби. Прошло около 5 часов, и он дочитал, положив
он отправился взять еду, ведь сейчас уже был ужин. Поев хоть какой-то еды, он решил поспать, а на следующий день прочитать книгу о чакре. Следующий день. Наруто встал и сделал свои водные процедуры. И пошел есть. Поев, он отправился дальше читать книги. Взяв книгу о чакре, он начал читать. Прочитав, он понял, что такое чакра и зачем она нужна. Поняв, что надо пробудить свой очаг чакры, он сел в удобную позу и начал медитировать. Прошло около часа, и он почувствовал чакру и крикнул: «Ура! Я смог ее почувствовать!» Но когда он открыл глаза, то увидел первая встреча с Лисом и Шинигами. Наруто увидел канализацию, а пол залит водой. Наруто шел вперед. Он подумал, что эта канализация бесконечна. Но спустя 20 минут ходьбы он приходит в комнату исполинских размеров, а перед ним огроменная клетка. «Так вот кто мой тюремщик», – отозвался Лис. «Вы кто?» «Я девятихвостый демон Лис, Каюби но Йоку», – ответил ему Лис. «Понятно. Я много читал о вас», – сделал вывод Наруто. «Ты не боишься меня?» – спросил Лис. «Нет, если вы меня убьете, то вы тоже умрете», – смело ответил Наруто. «Ты прав, но я не навсегда умру. Я воскресну через 10 лет», – сказал Лис. «Понятно», – ответил Наруто. «Мальчик, как тебя зовут?» – спросил Шинигами. «А вы кто?» «Ну не бойся, я Шинигами, или же бог смерти. Ты первый, кто смог удержать меня в теле». «Ясно», – ответил Наруто. «У тебя очень разрушительная чакра. Ты достоин быть моим Джинчурики», – сделал вывод Шинигами. «Хорошо», – ответил Наруто. «Значит так, Наруто. Ты должен начать свои тренировки. Завтра я скажу тебе расписание твоих тренировок. А, да, забыл сказать. Чтобы зайти в свое подсознание, ты должен сесть в удобную позу и пожелать, чтобы ты тут появился. А чтобы выйти, тебе просто надо этого пожелать. И все». Дал краткую инструкцию Шинигами. «Хорошо, Шинигами-сенсей», – ответил испуганно Наруто. Наруто вышел из подсознания. Шинигами про себя. «Все-таки это он, я ждал его». Наруто вышел из подсознания и пошел обедать. После трапезы его просто выгнали с приюта и сказали, чтобы тот пришел вечером. Ему это было на руку. Он побежал на свободный полигон и начал собирать кунаи, сенбоны и сюрикены. Итог. Он собрал 7 кунаев, 10 сенбонов и 8 сюрикенов. После он побежал на заброшенный полигон номер 31 и начал бросать сюрикены, как было сказано в книге. В итоге максимальный результат был 3 из 7. Гений и все. Пришел Наруто в приют вечером. Как и приказали. Его загнали в комнату и принесли ужин. Он поел, отнес посуду и пошел спать. Утро. Наруто проснулся и пошел делать водные процедуры. Закончив, он пошел к Шинигами и, сев в удобную позу, он оказался возле него. «Значит так, Наруто, сейчас идешь на полигон и делаешь 10 кругов вокруг полигона, 30 отжиманий, 30 пресса и 30 приседаний. После этого кидаешь кунаи и учишь теории. Ясно?» – спросил Шинигами. «Да, Шинигами-сенсей», – ответил ему Наруто. «А вот и хорошо. Постой, я расскажу, откуда у тебя на спине танто». Остановил его Шинигами. «Я слушаю». «Значит так, Наруто. Это танто можешь держать только ты, ведь оно принадлежит тебе. А еще танто – это укороченный самурайский меч. Все, я кратко объяснил тебе, а теперь иди». Кратко объяснил о танто Шинигами. «Спасибо, что рассказали, Шинигами-сенсей»,
Наруто вышел из подсознания и отправился на заброшенный полигон номер 31 и начал выполнять физические упражнения. Через 1,5 часа он их выполнил и прилег под деревом. Отдохнув, он пошел метать сюрикены. В конце его результат в сюрикен-дзюцу оказался 5 из 7. После тренировки он отправился в библиотеку. Прочитав некоторые книги, он пошел в приют. В приюте его отправили кушать. После еды он пошел к себе и заснул. Следующее утро Наруто проснулся, сделал все свои процедуры и отправился в свое подсознание. Значит так, Наруто. С каждым месяцем прибавляй круги отжимания, пресс и приседания. После этого кидай кунаи. Иди в библиотеку учить теории, все ясно? Задал вопрос Шинигами и наставил его на улучшение его показателей. Да, спасибо вам, Шинигами-сенсей. Я же не могу допустить, чтобы мой Джинчурики не умел использовать свою силу, сказал Шинигами. Вы правы. Ответил ему Наруто и вышел из подсознания, а после пошел на заброшенный полигон для тренировок. Прошел ровно год тренировки и пробуждения разрушительной чакры. Наруто тренировался целый год в физических упражнениях, в кидании сюрикенов и кунаев, а также изучал теорию. Метание кунаев и сюрикенов всегда 10 из 10 были последнее время. Теория – сильный чоунин или же слабый джоунин. Наруто сегодня должно было исполниться 4 года. Он не любил этот день, ведь его всегда на этот день рождения избивали до полусмерти пьяные шиноби. Но был хоть какой-то плюс. Ему выдали квартиру. Хотя на квартиру это не похоже. Наруто хотел остаться дома, пока не настанет новый день, но как назло он захотел кушать. А дома не осталось лапши быстрого приготовления. Он взял 500 рё. Ему выплачивали 10 тысяч рё каждый месяц. В этом сюжете это копейки. И вышел для покупки лапши. Когда он шел, он думал, почему его ненавидят. Он настолько был в мыслях, что не заметил, как врезался в пьяного чоунина. «Простите меня, пожалуйста, я нечаянно врезался в вас», – извинился Наруто. «Эй ты, мальчик, стоп, это же наш демон. Ну все, мы тебя убьем. Ведь в этот день умерли мои, и не только мои родственники, родители, сестры, братья. И ты думаешь, что просто сможешь извиниться и уйти?» Разъяренно кричал чоунин. Но ведь не успел Наруто договорить, как его сразу ударил в живот второй чоунин, а после все трое начали его избивать. Первый чоунин взял кунай и хотел размахнуться, но тут Наруто окутывает желтая чакра. У него растут белые волосы, как у Шинигами, во рту появляется танто, а одежда меняется на белое кимоно. После этого Наруто встал, поставил руки перед собой и начал всасывать их души. Второй и третий чоунин. «Демон! Ты демон!» После этого они упали замертво, а сам Наруто упал без сознания. Когда Наруто был в отключке, он появился возле клетки и Шинигами. «О, бедный Наруто, сильно же тебе досталось. Ну не бойся, я смог смешать твою и мою чакру, и поэтому появился такой режим», – дал пояснение Шинигами. «Спасибо, Шинигами-сенсей. Можно, пожалуйста, я буду называть вас папой?» «Да называй меня как хочешь», – глупо улыбнувшись, сказал Шинигами. «Спасибо, папа. А этот режим, я смогу его активировать по своей воле?» – спросил удивленно Наруто. «Да, Наруто, когда тебе исполнится 7 лет, я буду учить тебя пользоваться этим режимом. А как ты его хочешь назвать? Такого режима еще ни у кого не было». С интересом задался вопросом Шинигами. «Хорошо, я назову его в твою честь. Режим Шинигами. Значит, я первый, кто овладеет таким крутым режимом. Круто!» – сказал по-детски Наруто. «Спасибо, Наруто, а теперь выходи из подсознания и вставай», – указал Шинигами. «Крутяк, ладно, ты прав, папа, тогда я пошел».
ответил, согласившись Наруто. Наруто вышел из подсознания. Шинигами про себя. Эх, Наруто, Наруто, я сделаю из тебя великого шиноби. А сейчас небольшой флешбэк и пояснение, почему Шинигами заботится о нем. Однажды король Шинигами создал из своей силы 3 братьев Шинигами. Он начал ухаживать за ними, а после, когда они подросли, королю осталось немного. Сыновья мои, простите. Моя душа уже очень слаба, я держусь только на силе воли, поэтому я хочу сказать одно. Когда-то в будущем родится ребенок, который сможет сдержать одного из вас. У него будет самая разрушительная чакра. Он будет гением, который будет запоминать все быстро. Когда вас запечатают в такого ребенка, помогите ему стать сильнее. И станьте ему вторым отцом, потому что благодаря ему ваша энергия будет бесконечной. А, да, теперь у вас есть имена. Старший брат, тебя зовут Кирико Шинигами. Средний брат, тебя зовут Такёцу Шинигами. А тебя, младший, Майро Шинигами. А теперь прощайте, рассказал будущее король Шинигами. Хорошо, отец, прощай. Ответили одновременно братья Шинигами, и их отец исчез. Конец флешбэка. Когда Наруто проснулся, он увидел белый платок. Когда он встал, то пришел врач. Встал, а теперь шуруй отсюда, демон. Если бы не тот Анбу в маске пса, Какаши, то я бы оставил тебя умирать. Грубо стал обращаться с Наруто врач. Хорошо, сейчас уйду, ответил ему Наруто. Наруто начал одеваться. Как ни странно, боль не чувствовалась. А одевшись, он выписался и пошел в магазин для покупки лапши. Он купил 4 штуки лапши быстрого приготовления. Он должен был отдать 236 рё, но ему повысили цену вдвое. Оплатив покупку, Наруто пошел домой, чтобы нормально поесть и поспать. Когда он пришел, то снял обувь и пошел на кухню. Вскипятив чайник, он налил воду в лапшу, подождал и начал есть. После своей трапезы он отправился спать. Следующий день. Наруто встал и пошел делать свои водные процедуры. Сделав все, он отправился на кухню и начал кипятить чайник. Вскипятив, он налил воду в лапшу и начал ждать. Подождав определенное время, он сел и начал есть. А после он отправился на кровать и сел в удобную позу, для того, чтобы отправиться в свое подсознание. Оказался он возле клетки и Шинигами. Отец, прошел уже год физических упражнений сюрикен, дзюцу и теории. Теперь, что мне делать? Значит так, Наруто, ты же открыл свой очаг чакры? Да. Значит, ты должен будешь изучить техники такие, как Хэнгё, замена и техника теневого клонирования. Чтобы использовать Хэнгё, тебе нужно сложить печати собака, кабан, баран. И надо представить, в кого ты хочешь перевоплотиться. А чтобы уже использовать замену, тебе придется сложить печати тигр, свинья, бык, собака, змея. Теневое клонирование. Для этого тебе нужно сложить печать креста и равномерно дать клонам чакру. Все понял, отец, ответил Наруто на инструкцию Шинигами. Ну тогда иди на полигон. Когда закончишь, то приходи ко мне. Я тебе еще дам задание. Отправил на полигон Наруто Шинигами. Хорошо, Шинигами-сенсей, сказал Наруто и вышел из своего подсознания, а после направился на свой любимый заброшенный полигон номер 31. Когда он шел на него, все смотрели с презрением и ненавистью, но Наруто уже не обращал на это внимания и не задавался вопросами, почему его ненавидят. Он уже понял, что это из-за Кьюби, который запечатан внутри него. На полигоне. Наруто начал с Хэнгё. Он освоил эту базовую технику быстро, за час.
После он начал изучать замену. Она тоже далась ему легко, а теперь и теневое клонирование. Он пытался создать клона примерно час. Он создал 3 идеальных клонов и упал от истощения чакры, так как работал 3 часа с чакрой, а ему еще мало лет. Отдохнув 20 минут, он сел в удобную позу и зашел в свое подсознание. «Отец, я все сделал, а что теперь?» – спросил Наруто. «Ну, если все сделал, то сядь в позу лотоса и войди по каналам чакры чакру. Так ты сделаешь их прочнее и улучшишь свой контроль чакры», – дал задание Шинигами. «Хай, Шинигами-сенсей!» Послушался того Наруто. Наруто сел в позу лотоса и начал водить по каналам чакры чакру. Наруто просидел около 3 часов. После он встал и ушел с полигона. Когда Наруто пришел домой, он поел и прилег на кровать, а после уснул крепким сном. Наруто встал и пошел есть лапшу, а после отправился в свое подсознание узнать задание. «О, Наруто, привет! Значит так, Наруто, ты должен будешь узнать свои стихии. А чтобы их узнать, тебе придется купить чакропроводящие листки. Когда их купишь, то сожми лист 2 пальцами и проведи через них чакру. Если разрежется надвое, то ветер, футон. Если промокнет, то вода, суетон. Если сомнется, то молния, рейтон. Если сгниет, то земля, датон, а если сожгется, то огонь, катон. А еще есть улучшенные геномы. Это когда 2 стихии смешиваются и получается новое. Рассказал очень полезную информацию Шинигами. «Спасибо, отец, что объяснил. Я, наверное, пойду в магазин и куплю эти листы и сделаю все, как ты сказал». Рассказал о своих действиях Наруто. «Хорошо, Наруто, иди». После этих слов Наруто исчез и пошел в магазин за листками чакры. Он теперь мог не бояться, что его изобьют. Он просто превратился в Чунина. После того, как он купил листочки, то он просто отправился на полигон и развеял Хенгё. Наруто взял в одну руку лист и провел по ней чакру. Первый лист сгорел, значит катон, огонь. Второй лист разорвался, значит футон, ветер. Третий лист стал мокрым, значит суетон, вода. 4-й лист сгорел в белом пламени и рассыпался на атомы. У меня геном? Но какой? Пожалуй, я зайду к папе и расспрошу про этот геном. Новый геном и призыв. Наруто взял листы в руки и провел по ним чакру. Первый лист сгорел, значит катон, огонь. Второй лист разорвался, значит футон, ветер. Третий лист стал мокрым, значит суетон, вода. 4-й лист сгорел в белом пламени и рассыпался на атомы. У меня геном, но какой? Пожалуй, я зайду к папе и расспрошу про этот геном. Подумал про себя Наруто и вошел в подсознание. В подсознании. Папа, я купил листки чакры и у меня оказались 3 стихии. Это катон, футон и суетон. А на 4-м листе он сгорел в белом пламени. Расскажи, пожалуйста, об этом геноме. Чего? Это геном моего отца. Меня и моих братьев. Я бы не смог бы тебе передать его, ведь он очень мощный, и ты бы точно умер. Тогда остается только один вариант. Этот геном у тебя с рождения. Удивился Шинигами. Круто, ответил удивленно Наруто. Ладно, Наруто, слушай, что этот геном может и как он называется. Этот геном очень древний, и им владели только мой отец и 2 моих брата. Старшего зовут Кирика Шинигами, среднего брата Такецу Шинигами, а я Майро Шинигами. Этот геном позволяет выпустить белое пламя. Оно горячее, чем солнце, что греет нашу планету. Его невозможно потушить и запечатать. О нем практически ничего не известно людям.
Но нам, Шинигами, о нем известно все. Название этого генома – Широри, рассказал Шинигами. Ясно, значит, я первый человек, кто владеет этим пламенем. Повезло, что у меня есть мой отец, который знает об этом геноме все, высказался вслух Наруто. Ага, Наруто, а теперь я даю тебе задание, Оранга. Ты должен будешь переписать весь запрещенный свиток с техниками. Выдвигайся ночью. Местоположение – резиденция Хокаге. В стене будет потайной проход. Найди его, а после, когда найдешь, откроется дверь. Заходи туда и ищи большой свиток. После, когда его найдешь, создавай максимальное количество клонов и переписывай его. Только дам тебе совет. Будь осторожнее. Дал задание Шинигами. Да, отец. Хорошо, я буду осторожнее. А теперь я пошел в библиотеку, чтобы поучить теорию. Я после этого пойду домой и отдохну. А после этого отправлюсь за запретным свитком Хокаге, ответил тому Наруто. Наруто вышел из подсознания и направился в библиотеку. Когда он зашел в библиотеку, то поздоровался с библиотекаршей и пошел брать книги. Так прошло 6 часов. Положив обратно книжки, он отправился домой, чтобы поесть и немного отдохнуть от чтения. Отдохнув до 12 часов ночи, он собрался и вышел из своего дома. Оставив в доме клона, он передвигался незаметно, ведь в свои 4 его скорость была на уровне среднего чунина. После 30 минут бегания он дошел до резиденции, предварительно скрыв свою чакру. Он начал поиски потайной комнаты, где лежал свиток с запрещенными техниками. Спустя минут 10 он нашел комнату и зашел в нее. Когда он зашел, он увидел много свитков, но быстро нашел запрещенными техниками, ведь он был самым большим. Открыв, он создал 70 клонов и начал записывать техники. Спустя 25 минут списывания техник он закончил и ушел, поставив свиток на то же место. Утро. Наруто встал и сделал свои водные процедуры. После пошел на кухню и начал есть лапшу. Доев, он собрался и пошел на излюбленный полигон. Придя на него, он начал читать техники, которые написали клоны. И там были такие, как футон, вакуумные пули, великий порыв, лезвие ветра, поток ветра и вакуумный шар. Катон, огненный шар, королевский дракон, песнь огненных драконов, цветы феникса и великое огненное уничтожение. Суйтон, водяная стена, водная ловушка, водяной дракон, песнь водяных драконов, водяное ядро и водные пули. Наруто не записал техники со стихиями земли и молнии, ведь у него нет этих стихий. Прочитав свиток с техниками, которые переписали клоны, после он отложил свиток под дерево и начал изучать техники ветра, огня и воды. Прошло 2 года тренировок и изучения техник. Наруто сегодня должно было исполниться 6 лет, но ему было по барабану, ведь этот день самый нелюбимый для нашего героя. Но это не важно, важно то, что вчера он закончил изучать и может мастерски применять техники из свитка, которые он переписал. Наруто решил поговорить с папой. «Папа, прошло 2 года, и я смог выучить все техники, которые были в свитке», – доложил Шинигами Наруто. «Молодец, сыночек! Теперь ты будешь 1 год обучаться кендзюцу», – дал указание Шинигами. «Но, отец, у меня же нет учителя», – подметил Наруто. «Ну-ну, я буду твоим учителем, ведь мое основное искусство – это кендзюцу», – вызвался бог смерти. «Спасибо, отец», – поблагодарил Наруто. После этого он подбежал к Майро у себя в подсознании и обнял того.
Значит так, Наруто, ты можешь подписать 2 призыва. Один ты подписываешь со мной, а второй это свободный. Печати я потом скажу для какого призыва, пояснил Шинигами. Хорошо, Майра Шинигами-сенсей, согласился Наруто. Тогда вот тебе свиток, раскрой его и надкуси подушечку большого пальца и напиши своей кровью свое имя, а после оставь отпечаток кровью, проинструктировал Шинигами. Хорошо, согласился Наруто. Значит так, Наруто, жди, я сейчас сложу печати и мы окажемся в моем мире призыва. Хорошо. После того, как Наруто сказал это, он переместился в мир призыва его отца и увидел пустоту. Наруто, значит так, здесь ты можешь представить что угодно, и оно появится в этом мире, объяснил Шинигами. Сейчас попробую, вызвался Наруто. Наруто начал представлять у себя в руке обычную катану. После прошло 2 минуты, и она появилась у Наруто. «Круто!» – сказал восхищенно Наруто. «Ну это же мой мир!» «У тебя он очень крутой!» – удивился Наруто. «Спасибо, и да, в этом мире время чуть течет не так. Год в этом мире равен 6 месяцам в настоящем. Вот я тебе все рассказал, а теперь займемся тренировками. 1 год ты будешь со мной обучаться в мастерстве кендзюцу, а еще 1 год ты будешь, как я тебе давно говорил, изучать свой режим Шинигами». «Это же замечательно! Я смогу стать сильным?» Слишком наивно удивился Наруто. А теперь давай начнем наши тренировки в кендзюцу», – приготовился Шинигами. «Хорошо, пап», – ответил согласием Наруто. «Для начала надо научиться размахивать мечом. После будем учиться ставить блоки, и ты придумаешь свой стиль кендзюцу», – дал указание Шинигами. «Хай, Шинигами-сенсей!» И Наруто начал свои тренировки в кендзюцу с богом смерти. Прошел ровно год. Наруто мастерски обучился драться в кендзюцу, смог придумать и мастерски отработать свой стиль. Он назвал его стиль Шинигами. Майра Шинигами был горд за своего ученика и одновременно за сына, хоть и приемного. Наруто спарринговался с Шинигами и всегда проигрывал, но он смог 1 раз выиграть из-за того, что Шинигами расслабился в один момент. «Наруто, прости, что я не отмечал твой день рождения, но сегодня я хочу тебе преподнести подарок, который делал 3 года и призвал белые доспехи. Я не мог отметить твой день рождения, потому что каждый день делал эти доспехи, а сегодня я смог их наконец закончить. Я на тебя не обижен, ведь ты стал мне отцом, помогал с тренировками, а сейчас я смогу защитить близких мне людей». И Наруто подошел к Шинигами, а после обнял его. «Спасибо, Наруто, ты мне стал сыном. А теперь возьми эти доспехи и надень их. Но эти доспехи возможно сломать, но если их сломать, то они обратно соберутся. Еще эти доспехи сможешь поднять только ты, и надеть их можешь только ты», – проинструктировал Шинигами. «Спасибо, отец!» – очень радостно поблагодарил Наруто. У нашего героя потекли слезы радости. После этого всего он протер слезы и подошел, чтобы примерить белые доспехи. Примерив их, они ему подошли, ведь у него были белые волосы, как у Шинигами. Да, они подросли за год, а за спиной была белая, как снег, мини-танто бога смерти. После он сказал только одно слово – «красиво». «Ага. Эти доспехи сделаны из самого крепкого и белого, как снег, металла», – сказал Шинигами. «Ясно. Ну тогда давай приступим к изучению моего режима Шинигами», – уточнил Наруто. «Ну хорошо, значит так. Сними свои доспехи и сядь в удобную позу, а после начни выпускать свою чакру. После того, как выпустишь ее, попытайся смешать с моей», – указал Шинигами. «Хорошо, отец»,
Наруто сел в удобную позу и начал выпускать свою чакру. Когда он ее выпускал, земля трескалась, а воздух вокруг него становился до такой степени холодным, что возле него было трудно находиться, даже невозможно. Шинигами же про себя думал: «Все-таки я не ошибся, отец. Это и есть тот, о ком ты говорил». Наруто начал превращаться в шинигами. У него остались такие же волосы. Танто стало больше, выросли 2 рога, и у Наруто появилось белое кимоно. Чакра у него стала еще более разрушительнее, и теперь возле него было совсем болезненно находиться. Когда Наруто открыл глаза, то он почувствовал, что сейчас может все. Он подумал о горе, и она появилась. После того, как она появилась, Наруто без разбега слабым ударом разнес к чертям и очень обрадовался. После этого всего Шинигами сказал: «Наруто, ты так быстро смог смешать свою и мою чакру. Да ты гений, которые рождаются раз... Нет, вообще не рождаются». «Спасибо, отец», – смущенно сказал Наруто. «Ну, если ты смог так быстро зайти в режим Шинигами, то ты будешь уменьшать время для того, чтобы зайти в этот режим. После этого мы будем увеличивать время в режиме. Все ясно?» – спросил Шинигами. «Хорошо, забыл сказать, мы еще будем год тренироваться?» – уточнил Наруто. «Да, еще год, и мы вернемся обратно в деревню Листа», – пояснил Шинигами. «Хорошо». Наруто снова подбежал к Шинигами и обнял того. Прошел еще год тренировок Наруто с Шинигами. Чего достиг Наруто за 1 год тренировок? Наруто смог заходить в режим не за 5 минут, а за 1 минуту. Поддерживать режим Шинигами Наруто мог более 2 часов. Когда осталось еще времени, Шинигами научил техникам Широи, белого пламени, своего приемного сына. Техники были такие: Широи – техника белого дыхания дракона. Эта техника позволяет выдохнуть большое количество белого огня. Еще Шинигами обучил проводить огонь по белому танто. Этот огонь дает большую прочность и очень сильно заостряет. Если ударить им кого-то, в котором проведен белый огонь, то человек будет медленно и мучительно сгорать в огне. А сейчас будет небольшой флешбэк о том, что случилось, когда Наруто ушел на тренировки к Шинигами. Флешбэк. Когда Наруто исчез, Анбу спали на ветке дерева. Когда Анбу, а именно Хорек и свинья, проснулись, то не заметили Наруто. Они начали паниковать и искать его, но безуспешно. После этого все они ушли докладывать все 4-му Хокаге, а именно Минато Намикадзе. Когда Анбу пришли, они все доложили. «Хокаге-сама, Джинчурики пропал без вести», – доложил Хорек. «Как пропал без вести? Вы правду говорите?» – уточнил Хокаге. «Да, Хокаге-сама», – подтвердил свинья. «Я вам не верю. Пес, он же Какаши, быстро приведи ко мне Инаичи», – распорядился Хокаге. «Есть, Хокаге-сама», – принял приказ пес и исчез в Шуншине. Прошло 5 минут. «Вызывали, Хокаге-сама?» – спросил Инаичи. «Да, проверь память этих двоих. Следили ли они вообще за Джинчурики?» – указал Хокаге. «Хорошо, Хокаге-сама». Он начал просматривать память обоих Анбу. После просмотра он приказал псу схватить их, а после их отправили в тюрьму. «Что ты узнал, Инаич-сан?» – спросил Хокаге. «Во-первых, они помогали жителям избивать Джинчурики. Во-вторых, они спали и не следили за ним», – доложил Инаичи. «Вот они мрази. И да, спасибо тебе большое», – высказал свое мнение Хокаге. Конец флешбэка. «Наруто, ты хорошо потрудился. За эти 2 года ты стал очень сильным», – подметил Шинигами. «Спасибо, отец», – поблагодарил Наруто. «Да не за что. А теперь мы должны будем переместиться обратно в Коноху», – сказал Шинигами. «Хорошо, отец», – ответил ему Наруто. После этих слов
Наруто появился на том месте, откуда переместился в мир призыва своего отца, а именно Майро Шинигами. Встречай Коноха. Хорошо, отец. После этих слов Наруто появился на заброшенном полигоне, откуда переместился в мир своего отца, а именно Майро Шинигами. Когда Наруто переместился, он по случайности выпустил свою разрушительную чакру, но никто не пришел. Наверное, не придали этому значения. После этого всего Наруто решил для начала пойти в резиденцию Хокаге. Когда Наруто шел по центральной Конохе, на него не кидали ненавистные и презрительные взгляды, а наоборот, непонимание и страх. Когда Наруто дошел до резиденции Хокаге, он постучался и сонным голосом услышал: «Войдите». В кабинете Хокаге. «Здравствуйте, Хокаге-сама», – поздоровался Наруто. «Здравствуй, назови свое имя». С непониманием поприветствовал в ответ Минато. «Ну ладно, меня зовут Наруто Узумаки», – ответил Наруто. «Пожалуйста, не ври мне, он умер год назад», – выдал Минато. «Ну не верите, не верьте. А теперь можете мне дать квартиру и деньги для еды?» – в наглую потребовал Наруто. Минато про себя. «Неужели это Наруто? Я так рад, но если бы я тогда не струсил, он бы сейчас жил нормально. Какой же я дегенерат». «Хорошо, вот ключи от дома, адрес на ключах. И вот, еще возьми конверт с деньгами, 75 тысяч рё», – дал конверт Минато. «Спасибо, Хокаге-сама. Я, пожалуй, пошел искать дом и куплю еды. А то что-то есть хочется». Поблагодарил Наруто и пошел. «Хорошо, но завтра приходи в 10:00, – сказал вдогонку Минато. «Хорошо», – повернувшись, ответил Наруто. После этого Наруто вышел из резиденции, а далее отправился искать дом. Прошло около 10 минут. Наруто открыл дверь и зашел в дом. После того, как он зашел, там было все в пыли. Он решил, что надо бы тут убраться, и создал 5 клонов для уборки. А оригинал пошел в любимую раменную, а именно Ичираку рамен. Когда Наруто пришел, то он поздоровался со стариком Теучи и его дочерью Аями. Когда он поздоровался, он заказал 6 порций рамена. После Теучи задал вопрос: «Мальчик, а как тебя зовут? Просто ты очень похож на Наруто». «Ну вы чё? Это же я, Наруто Узумаки», – сказал Наруто. «А мы думали, что ты умер год назад. Прости», – сказала Аями. «Ну, это в общем секрет, где я был. А теперь давайте не о плохом», – ответил им Наруто. «Окей. В честь такого бесплатные 2 порции рамена за счет заведения», – щедро сказал Теучи. «Это мой лучший день, спасибо», – поблагодарил Наруто. После этого он съел 8 порций рамена и пошел домой, а дома клоны уже справились со своей задачей и развеялись. Но Наруто решил пойти в душ, а потом уже лег спать. Следующий день. Наруто, как всегда, встал в 6 утра, ведь его каждый раз будил в такое время его отец. После, когда он встал, сделал свои водные процедуры, а далее пошел покупать продукты. Купив то, что нужно, он начал готовить яйцо с беконом. Приготовив и поев, он встал и пошел на свой любимый полигон номер 31. Когда пришел, он начал свои тренировки, а именно разминка. 20 кругов вокруг полигона, 80 отжиманий, 80 приседаний и 80 на пресс. В 8:00 он закончил и решил погулять по только что проснувшейся Конохе. Так он погулял примерно около часа и решил пойти домой, чтобы поесть. Он поел, а на часах уже было 9:40. Увидев время, он решил собраться и пойти к Хокаге. В резиденции. «Можно войти?» – постучался Наруто. «Входите», – сонным голосом сказал Минато. «Так зачем звали Хокаге-сама?» – спросил Наруто. «Значит так, Наруто, завтра начинается академия, и я хочу, чтобы ты туда пошел», – дал свое поручение Минато. «Хорошо, а во сколько быть?» – спросил Наруто непринужденно. «В 9:00, – ответил ему Минато.
«Хорошо, а я, пожалуй, пойду», – сказал ему Наруто. «Свободен». После этих слов Наруто вышел, а Минато корил себя из-за того, что испугался тогда и отдал Наруто в приют и сказал всем, что он еще вдобавок и умер. Тем временем Наруто, он шел не спеша, а на него смотрели со страхом, ведь увидеть человека, у которого на спине танто и одет сам в белую броню, бррр, этот день для нашего героя был почти такой же, как и все. Он погулял, потренировался, поел, а после всего пошел домой и лег на кровать. Следующий день. Наруто опять проснулся в 6 утра, сделав свои все водные процедуры, приготовил яйцо с беконом и начал свою трапезу. Поев, он отправился на полигон и начал делать свою разминку. Закончил он в 8:00. После разминки он пошел домой опять и снова поел. А потом ушел в академию. Когда он прибыл, Хокаге начал задвигать свой бред про волю огня. Наш же герой и его совсем не слушал. Прошло около 1,5 часа, и он закончил. А после начали вызывать всех, чтобы они дотронулись до шара. Если шар будет зеленым, то это класс обычных людей, которые хотят стать шиноби. Если желтый, то это класс слабых клановых ребят. А если красный, то это ребята из самых сильных кланов в Канохи и может еще повести обычным людям. Вот и началось распределение, но Наруто никого не слушал, пока его имя не назвали. «Наруто Узумаки, подойди и дотронься до шара», – с отвращением сказал Чунин. Наруто вышел, и на него посмотрели все со страхом. Ох, я бы вам посоветовал всем отойти от шара, а то может что-нибудь произойти. Все отошли, а Наруто даже не успел дойти до шара, как шар просто разлетелся на мелкие куски. Фу, что это за шар? Я даже не подошел, а он уже разлетелся, сказал удивленно Наруто. Кто-то из толпы. Невероятная чакра. Она на уровне точно Мадары Учихи. Они все начали бояться Наруто, но нашему герою было вообще пофиг. Вот все начали заходить по своим классам. Наруто попал в класс элиты. Он решил зайти последним. Когда он зашел, на него посмотрели с любопытством. Но на это наш герой не обращал внимания. Наруто решил сесть на самую дальнюю парту и начал смотреть в окно. После зашел учитель и начал свою речь. Здравствуйте, я Умина Ирука, ваш учитель на 4 года. Моя мечта стать директором академии, а цель – сделать вас хорошими и сильными шиноби. А теперь я буду называть ваши имена, и вы будете рассказывать о себе. После слов он начал вызывать своих учеников, но Наруто не обращал внимания на них. Он только послушал несколько интересных личностей, а именно Саски, Учиха, Ханаби Хьюга, Айка Намикадзе и Менма Намикадзе. Меня зовут Саски Учиха. Я люблю свою семью. Ненавижу лгунов. Цель – превзойти брата, сказал Саски. Меня зовут Ханаби Хьюга. Люблю свою семью и цветы. Мечта или цель – стать очень сильной, сказала Ханаби. Меня зовут Айка Намикадзе. Люблю маму и папу и ненавижу демонов и отбросов. Цель – стать первой женщиной Хокаге, сказала Айка. Меня зовут Менма Намикадзе. Люблю свою семью, а ненавижу отбросов и демонов. Цель – стать достойным Хокаге, сказал Менма. А после этого Наруто ничего не слушал. Пришло время для Наруто, он встал и пошел рассказывать о себе. Я Наруто Узумаки. Люблю своего отца, а больше вам знать не нужно, сказал Наруто, улыбнувшись. Ты, Узумаки, зачем выпендриваешься? Твой папа, наверное, такой же, как и ты, а именно демоны от бр... Не успел он сказать, как Наруто исчез из поля зрения и был уже позади Кибы. Он подставил свое танто возле его горла. Повтори-ка. Еще раз кто-нибудь скажет о моем отце что-то подобное, то вам не жить, сказал громко вслух Наруто. И Ирука про себя. Такая скорость, в таком маленьком возрасте он точно станет великим шиноби. И Ирука улыбнулся.
Тем временем Наруто отпустил Кибу и сел на свое место, а Ханаби просто смотрел на него и про себя начала говорить: «Он такой быстрый, сильный и красивый. Ханаби, что ты несешь?» – сказала про себя Ханаби. И тут же развеяла свои мысли. Вот и прошел первый день в академии. Наруто ушел домой, поел и пошел тренироваться. Потренировавшись, он отправился домой кушать и спать. Вот и наступил следующий день для нашего героя. Он опять встал рано, а именно в 6 часов утра. Решил покушать и идти тренироваться, а по пути зайти к своему отцу. Приготовив мисо-суп, он начал свою трапезу. Когда она закончилась, он подошел к кровати и сел в удобную позу. Спустя некоторое время он оказался в канализации и начал свой диалог с богом смерти. «Привет, отец, как дела?» «Привет, Наруто, нормально, а как ты?» – спросил Шинигами. «Не очень, ведь скоро мне нужно опять в эту шарагу, где тебя обозвал какой-то собачник, но я ему преподал урок», – сказал Наруто. «Ну-ну, Наруто, не нужно обращать внимание на это. Я же учил тебя сдерживать свои эмоции», – обратил внимание на поведение Наруто Шинигами. Флэшбэк. «Так, Наруто, как ты знаешь, я бог смерти. А значит, я могу ставить несколько полезных фуинов клана Узумаки», – сказал Шинигами. «Отец, а что ты именно имел в виду?» – недоумевая спросил Наруто. «Значит так, я поставлю на тебя печать подавления эмоций, но я изменю эту фуин-печать и сделаю так, чтобы ты мог включать и выключать эту печать. Ты согласен?» – спросил Шинигами. «Это же круто! Если меня или тебя будут оскорблять, то я могу активировать эту печать и скрыть эти эмоции». «Хорошо, отец, конечно, я согласен». После этих слов бог смерти сложил печати и дотронулся до лба нашего героя, и он вырубился. Проснувшись, он постарался скрыть злость о том, что его папа не предупредил, что он вырубился, и это сработало. «Ну как?» – спросил Шинигами. «Это лучшая печать», – ответил Наруто. Конец флэшбэка. «Прости, совсем забыл», – почесывая голову, сказал Наруто. После этого они проговорили 2 часа, и наш герой вышел из подсознания. Когда он вышел, время было 8 часов 14 минут. Он решил не спешить. Одевшись, он пошел прогуляться по деревне. Погуляв примерно полчаса, решил пойти в шарагу. Когда он пришел, на него начали смотреть со страхом, кроме одной привлекательной внешностью девочки. Она смотрела скорее с любопытством на нашего героя, и он это заметил, но не обратил внимания. После зашел Ирука, и все ученики сели на свои места. Они начали урок, а сам он назывался «История о мире Шиноби». Но Наруто не слушал, ведь он уже знал всю программу Академии примерно 4-5 лет. Ирука, заметив, что Наруто спит, кинул в него мел, но Наруто почувствовал опасность и быстро взял свой танто и разрубил меч одним точным взмахом. Все были в полнейшем шоке, они ожидали, что этот мел попадет в лоб Наруто. Даже Ирука впал в шок, ведь он так точно отбил удар, которого не ожидал. Но после Ирука успокоился и сказал: «Наруто, если ты спишь, то, наверное, все знаешь. А если так, то расскажи, что такое хэнгё?» Задал вопрос Ирука. «Это же легко. Хэнгё – это базовая техника перевоплощения, которую должен знать каждый генин. А если она базовая, то ранг техники Е». Все были в шоке, ведь он ничего не слушал и спал. Ируку он тоже 3-й раз уже удивил, и Ирука сказал: «Правильно, Наруто, 5 баллов», – сказал с гордостью Ирука. «Ага, спасибо, я дальше спать», – сказал нагло Наруто. Ханаби про себя: «Он такой умный и классный. Эх, если бы я была трусишкой, то призналась в любви». Так прошли все уроки, и Наруто решил зайти в любимую забегаловку, а именно Ичираку Рамен. Когда Наруто пришел, он поздоровался и заказал 4 порции. Поев, он ушел на полигон, чтобы потренироваться. Потренировавшись, он ушел домой. Придя, помылся и лег спать.
Прошло 2 года. Наруто встал опять рано утром. Сделав свои водные процедуры, он пошел на свой любимый полигон номер 31 и начал тренировки. Потренировавшись, а именно в этот раз уже сделав 25 кругов вокруг полигона, потом 85 отжимания, 90 раз пресс и 90 приседаний. Потратил на это все он около 2 часов. После тренировки решил купить данго. Купив 3 штуки, он ушел. Потом он вспомнил про эту шарагу и что сегодня начнется практика. Или, как сказать проще, метание сюрикенов, кунаев и спарринги 1 на 1. Когда Наруто пришел в академию, то на него опять все посмотрели и начали шептаться. После наш герой сел за свою парту и начал разговаривать с Шикамару и Чоуджи. Потом пришел Ирука и сказал: «Дети, значит так, сейчас мы идем на первый полигон возле академии. Все, кроме Шикамару и Наруто. Ура!» И все пошли за Ирукой-сенсеем. Значит так, дети, если сегодня у вас практика, то сегодня мы первым делом будем метать кунаи, а потом сюрикены. Но после этого всего обязательно спарринги 1 на 1. Все начали радоваться, кроме нашего героя Наруто и ленивого, но умного Шикамару. Вот и началась практика метания. Первым вызвали Кибу Инузуку. Он взял 5 кунаев, каждую руку, и кинул. Попал он 7 из 10. После за ним вышла Ханаби Хьюга. Она выкинула 8 из 10. После этого Наруто заснул и ничего не слышал. Прошло около 20 минут, и Ирука начал кричать: «Наруто! Наруто! Вставай! Иди метать кунаи!» «А, что? Почему? А, хорошо», – взбудоражился Наруто. Наруто встал и пошел на полигон, чтобы метнуть кунаи. Когда он пришел, он взял 5 кунаев в каждую руку и кинул все. Они все попали в яблочко. Ученики Ирука были опять в полнейшем шоке. После все прекратилось, и Умина призвал всех на спарринге. Первый бой. Наруто Узумаки против Менмы Намикадзе. «Ха-ха-ха-ха, зачем вы меня поставили с каким-то демоном? Да он же слабак, я его без напрягов выиграю». Смеявшись как гиена и недооценивав Наруто, произнес Менма: «Первое правило шиноби – не недооценивай врага. Такие, как ты, не могут стать шиноби. Если недооценивать врага, то в мире шиноби ты быстро умрешь», – сказал очень спокойно Наруто. «Да как ты смеешь? У меня отец Хокаге. Я все расскажу ему и тебе, кранты, демоненок», – с огромным величием перед Наруто произнес Менма. «Ути-пути, это кто тут у нас папенькин сыночек?» Стал обсмеивать Менму Наруто. Все, кто там находился, начали ржать. «Ах ты!» После этих слов Менма побежал на Наруто, но это была его главная ошибка. Менма хотел ударить рукой, но Наруто просто увернулся и поставил ногу, а тот лишь упал. «А такие слова говорил», – унижающе произнес Наруто. «Победитель Наруто Узумаки», – произнес Ирука. После этих слов половину девочек начали говорить: «Этот демон жульничал, а Менма-кун дрался не во всю силу». «Кого вы это демоном назвали?» После этого Наруто выпустил Ки-бога смерти. Все начали дрожать, а через 3 секунды Наруто вырубил Ки и пошел домой. Когда он пришел к себе, он приготовил себе еду и начал трапезу. После трапезы он решил зайти в подсознание и подружиться уж наконец с Лисом. Далее он пошел на кровать и сел в удобную позу лотоса. Когда он вошел в свое подсознание, он увидел 3 шинигами, которые были очень похожи на ненастоящего отца Наруто. «О, вот и ты», – сказал первый неизвестный. «Мы ждали тебя», – сказал второй неизвестный. «Ты, наверное, не понимаешь, кто мы», – сказал третий неизвестный. «Ага», – удивленно произнес Наруто.
Тебе, наверное, Майра не рассказывала о нас. Значит, слушай. Я король Шинигами, или же отец этих троих. Старшего зовут Кирика Шинигами, среднего Такецу Шинигами. А как ты уже догадался, младшего сына или твоего ненастоящего отца Майра Шинигами. А меня зовут Райка Шинигами. Круто! А кстати, можно вас, Райка, сама называть дедушкой, а братьев моего отца, как ни странно, братьями? Спросил Наруто. Конечно, мы даже будем рады, что нас так будут звать. Улыбающись, сказал король Шинигами. Да, мы полностью согласны с отцом, произнесли Кирика и Такецу. Спасибо, ведь у меня никогда не было братьев или дедушки. Я так счастлив, что вы появились, сказал Наруто. Да мы тоже. Мой младший сын рассказывал нам, что ты гений, которые не рождаются никогда. Еще он рассказывал, что ты очень дорожишь близкими, сказал Райка. Насчет гения я не знаю, но про близких это да. Я никому не позволю оскорблять моих близких, подтвердил слова своего ненастоящего отца Наруто. Значит так, Наруто, мои братья и отец пришли для того, чтобы ты стал сильнее. Зачем, спросишь ты? Потому что через 6 лет нападет армия короля пустых. Они очень сильны, и ты должен остановить их. А если ты не остановишь, то можешь потерять все. Произнес Майро Шинигами. Это очень плохо, но как мне стать сильнее? Спросил Наруто. Об этом не волнуйся, мы все передадим тебе наши знания, а после я начну твои тренировки. Но запомни, они будут очень сложными. Поначалу, после тренировок ты будешь в отключке, но потом все пройдет. Рассказал о будущем эффекте после тренировок Райко Шинигами. Хорошо, я готов к тренировкам, согласился Наруто. И да, мы тоже тебе передадим наши знания, и ты также отключишься еще на день, произнес Кирика. Я готов, но можно я сделаю еще одну вещь? Девятихвостый, мы с тобой так и не познакомились. После этих слов в клетке появились 2 красных глаза с вытянутым зрачком. Ты это серьезно? Произнес Кьюби. Ага, ответил Наруто. Ну хорошо, я следил за тобой. Ты неплохо поладил Шинигами. И поэтому я представлюсь. Мое имя Курама, произнес Лис. Красивое имя. И да, забыл тебе сказать. Хочешь стать моим другом? Вот так просто спросил Наруто. Другом, говоришь? Я согласен. Ты достойный друг. Согласился Кьюби. Просто прекрасно. Я первый, кто станет другом самого сильного и крутого Биджу, произнес очень наивно и радостно Наруто. Это точно, смущенно сказал Лис. Ладно, а теперь можете делать то, что задумали. После этих слов все Шинигами сложили печати и дотронулись до лба Наруто, и он вырубился. Прошел 1 день. Наруто проснулся. После долгих раздумий ему начали приходить воспоминания дедушки, отца и его 2 братьев. После того, как воспоминания пришли к Наруто, то он понял, почему на Землю нападет король пустых и его армия. Флэшбэк. Когда-то было много Шинигами, и у них был король. Его звали Райка Шинигами. У пустых тоже был король. Его звали Ярисама Сина. Он был силен, но король Шинигами был сильнее. Однажды, когда они вновь встретились в битве 1 на 1, Райка Шинигами, если ты исполнишь наше желание, то мы перестанем на время терроризировать и убивать вас, произнес Ярисама Сина. Какое же? Спросил Райка. Ты должен будешь уничтожить планету под названием Земля, нагло произнес Ярисама. Ни в коем случае. Мы не уничтожаем в отличие от вас, а пытаемся защищать, сказал Райка Шинигами. Тогда мы сами уничтожим Землю и вас. После этих слов на поле битвы королей пришло 4 пустых и сказали: вызывали Ярисама сама, произнес первый пустой. Да, вы должны будете использовать технику барьер 4 богов демонов,
произнес Ярисама. На ком? Спросил второй пустой. На короля Шинигами, произнес Ярисама. Но король Шинигами очень силен и сможет сломать этот барьер, сказал третий пустой. Никаких «но», вы должны будете подавить короля Шинигами на 5 минут, приказал Ярисама. Есть, Янтар-сама, произнес четвертый пустой. После этих слов они окружили Райка Шинигами с 4 сторон и надкусили подушечку большого пальца до крови. Начали чертить иероглифы на земле. Когда они закончили, то сделали хлопок и сказали: «Неразрушаемый барьер 4 богов-демонов!» И появился барьер цветом темно-фиолетовым. Райка про себя: этот барьер очень мощный, и я смогу его разрушить, но нужно не менее 5 минут. Король Шинигами попытался разрушить барьер богов-демонов. Тем временем король пустых побежал на всех Шинигами и начал кровавое месиво. Оно продолжалось 5 минут, пока что Райка, король Шинигами, не выбрался из барьера богов-демонов. А потом, когда он открыл глаза, то увидел мертвых Шинигами, всех до единого. «Я тебе говорил, король Шинигами, нужно было соглашаться на мою сделку», произнес Ярисама. «Да как ты посмел!» закричал Райка Шинигами. «Как я посмел, говоришь? Если бы ты согласился, то этого не было», ответил ему Ярисама. «Запомни слова, урод. Когда-нибудь я найду человека, который будет сильнее нас всех вместе взятых», произнес Райка угрожающе. «Че, не дождешься. Я прямо сейчас уничтожу землю», произнес Ярисама. «Поздно», ответил Райко. Король Шинигами начал складывать печати и сказал: «Непробиваемый барьер 7 смертей. Теперь ты не сможешь уничтожить землю», сказал Райка Шинигами. «И почему же?» удивленно спросил Ярисама. «Я поставил сильнейший барьер в мире. Он спадет только через 2000 лет. За это время я найду человека, который будет сильнее нас всех вместе взятых в 10 раз». Когда бог смерти это проговорил, он исчез. «Нет!» – крикнул отчаянно Ярисама. Конец флешбека. Наруто, сделав свои водные процедуры, отправился есть. Приготовив яичницу с беконом, как всегда, он начал свою трапезу. Доев, он собрался и пошел в академию. Когда Наруто пришел в академию, то на него закричал Ирука-сенсей: «Наруто, где ты вчера пропадал?» «Где вчера пропадал, говорите? Вчера вот голова заболела, и я не мог вас предупредить из-за сильной боли», очень спокойно ответил Наруто. «Хорошо, я поверю. А теперь иди на свое место». Наруто пошел и сел на самую дальнюю парту возле окна. И начался урок. Когда все уроки закончились, Наруто решил прогуляться по Канохи. Погуляв полчаса, он решил зайти в свою любимую забегаловку. Зайдя в Ичираку, его встретили старик Теучи и дочь Аями. «О, привет, Наруто. Тебе как всегда?» «Ага, старик», ответил Наруто. «Тогда дай нам 5 минут», предупредил Теучи. После этого Теучи и Аями начали готовить еду богов. Приготовив 2 больших рамена со свининой для Наруто, они отдали их ему. Тот начал свою трапезу. «Итадакимас», произнес Наруто. После трапезы хотел Наруто уйти домой, но вдруг услышал крик девочки. Побежав на крик, он увидел 2 пьяных шиноби и девочку из его класса, Ханаби Хьюга. «Эй, вы чего делаете? Жить надоело?» Угрожающе крикнул Наруто. «О, это же Дем...» Не успел первый Чонин что-то сказать, как полетел в стену. «Ах ты тварь!» Опять же, не успев что-то сказать, второй Чунин уже был припечатан к стене. «Привет, тебя же Ханаби Хьюга зовут? Мы еще из одного класса в академии», поприветствовал Хьюгу Наруто. «Да, спасибо», ответила ему Ханаби. «Да не за что», почесывая голову, сказал Наруто. «Может, прогуляемся по Канохе?» предложил Наруто. Давай», ответила неловко девочка. Они гуляли несколько часов, пока не начало темнеть. «Тебя проводить до дома?» спросил Наруто. «Хорошо», ответила согласием Ханаби. «Ну тогда идем».
Когда они подошли к кварталу Хьюг, Ханаби поцеловала Наруто в щеку и убежала. Придя домой, Ханаби была вся красная. «Ханаби, почему ты вся красная? У тебя появился парень? Если да, то как его зовут?» Начал допрос Хиаши. «Его зовут Наруто Узумаки. Когда я шла домой, на меня напали двое пьяных шиноби, но рядом проходил Наруто, и он меня спас». «Понятно. Тогда скажи ему спасибо от меня», – проговорил Хиаши. «Хорошо. А теперь можно я пойду спать?» – договорила Ханаби и отправилась в свою комнату. После прогулки Наруто решил пойти домой. Придя в хату, он помылся и пошел спать, а потом оказался в своем подсознании. «Значит так, Наруто, ты должен будешь сдать экзамен на гений на экстерном. Когда сдашь экзамен, ты должен будешь отпроситься у 4-го Хокаге на 4 года тренировок», – дал указание Райка Шинигами. «Что, на 4 года? Ну хорошо. А теперь можно я посплю?» После этого Наруто заснул. Следующий день. Наруто проснулся. Сделав все свои водные процедуры, как и делает каждый день, он пошел на кухню, приготовив яичко с беконом, покушал, оделся и отправился в академию. Придя в эту дурку, Наруто сел возле Ханаби. «Привет, Наруто. Мой отец сказал, чтобы я сказала тебе». Не успела договорить Ханаби. «Да ничего такого», – причесывая голову, сказал Наруто. «Наруто, зайди, пожалуйста, на минутку в свое подсознание». Подсознание Наруто. «Зачем звал Курама?» – поинтересовался Наруто. «Короче, смотри, это Хьюга влюблена в тебя, и ты тоже в нее влюблен. Так?» – утвердил Курама. «Ну да, но я не думаю, что меня кто-то любит», – произнес застенчиво Наруто. «Наруто, я чувствую эмоции людей. Ханаби тебя любит. Просто стесняется тебе сказать это в лицо», – выдал все Курама. «Ясно. Спасибо, Ку». После этого Наруто вышел из подсознания. «Что-то случилось, Наруто?» – спросила Ханаби. «Не, Ханаби, ты чё, любишь меня, что ли?» – спросил напрямую Наруто. «Да», – красная как помидор, сказала Ханаби. «Ну, как бы тебе сказать, я тебя тоже походу люблю», – ответил Наруто взаимностью. «Правда?» – спросила очень тихо Ханаби. «Да, но скоро мне нужно будет уйти на 4 года тренировок из деревни», – поделился с Ханаби информацией Наруто. «Эх, жалко», – ответила Ханаби. «Ну-ну, когда я приду с тренировок, мы погуляем». Вот так просто ответил Наруто. «Хорошо», – ответила ему с согласием Ханаби. После этого зашел Ирука и начались уроки. Когда они закончились, Наруто подошел к учителю и сказал: «Ирук-сенсей, можно ли сдать экзамен на гений на экстерном?» «Ты уверен?» – очень удивленно задал вопрос Ирука. «Да, конечно», – ответил уверенно Наруто. «Ну тогда завтра после академии попробуешь сдать», – дал такую возможность Ирука. «Хорошо, я приду завтра», – ответил ему Наруто. После этого он побежал звать гулять Ханаби. Когда Наруто добежал, он постучался в дверь. Оттуда вышел мужчина лет 29-30. «Ты же Наруто Узумаки?» – спросил Хиаши. «Ага», – ответил ему Наруто. «Ты хочешь позвать гулять Ханаби?» – спросил Хиаши. «Да», – ответил ему четко Наруто. «Ну тогда сейчас я позову ее». «Эй, Ханаби, к тебе пришли!» Позвал Ханаби Хиаши. «Хорошо, и сейчас», – послышался голос Ханаби из комнаты. Когда Ханаби вышла, она увидела Наруто. «Привет, Наруто», – поздоровалась Ханаби. «Привет, Ханаби. Пойдем гулять?» – спросил Наруто. «Хорошо, дай мне 5 минут». Она оделась, и Наруто вышел с Ханаби. Погуляли они примерно час. После этого они решили пойти к лицам Хокаге. Придя туда, они сели на лицо первого, Хаширамы Сенджу. Наруто лег на коленки Ханаби, а она играла с волосами нашего героя. Просидев еще 1,5 часа, они ушли. Наруто провел Ханаби домой, после этого он сам ушел к себе. Придя домой, он сделал себе мисо-суп и начал есть. Поев, он искупался и пошел
спать. Утро. Наруто проснулся и пошел в ванную. Сделав все свои дела, он ушел на кухню. Поев, наш герой собрался на тренировку, ведь сейчас было 7 утра, а академия работала только с 9. На полигоне. Наруто начал свою трудную тренировку. Она заключалась в том, что надо было пробежать 30 кругов. После этого надо было отжаться 300 раз, потом 300 приседаний и 300 на пресс. Наруто знал, зачем он так тренируется, ведь через 6 лет нападет король пустых и его армия. Прошло около 1,5 часа, и Наруто сумел сделать всю свою программу, но после этого выдохся и лег на поляну. Посмотрев на время, он увидел 8:24. Наруто решил отдохнуть до 8:40 и пойти в академию. Отдохнув, наш герой пошел в академию ниндзя. Придя на него, опять уставились со страхом и презрением. Но наш второй бог смерти не обращал на это внимания и просто сел рядом с Ханаби Хьюга. Она была ему уже дорога, ведь только Ханаби не смотрела косо на Наруто. После всей шумихи в класс зашел Ирука и посадил всех учеников на свои места. Этот день особо ничем не отличался от других. Сначала уроки, потом метание кунаев, сюрикенов, а после спарринги 1 на 1. Когда дошла очередь до метания железа, то Наруто, как всегда, показал высший балл, а именно 10 из 10. После метания были спарринги. Первый бой Наруто Узумаки провел против Кибы Инузуки. «Слышь, Узумаки, на этот раз я тебя выиграю, и Ханаби-чан, знаешь что, она будет моей». «Ой, да брось, ты слабак. А еще что? Ханаби?» Размечтался. После этих слов Киба разозлился и побежал на Наруто с тайдзюцу. Инузука хотел уже ударить рукой в живот Узумаки, но Наруто просто исчез со скоростью света и появился позади собачника, а после вырубил того. Победитель Наруто Узумаки, опрометчиво объявил Ирука. После этого Наруто сел под дерево и заснул. Когда закончились бои, Наруто встал и пошел к Ируке напомнить о том, что они договорились о сдаче экзамена экстерном. «Ирук-сенсей, можно же сдать экзамен на генина экстерном?» – спросил Наруто. «Ну да, конечно, пойдем за мной», – сказал Ирука. Они ушли в зал сдачи экзамена. «Наруто, тебе потребуется сделать 3 задания, чтобы получить повязку и стать генином», – начал Ирука. «И какие же?» – спросил Наруто. «Первое задание – перевоплощение, второе – замена и третье – сделать иллюзорного клона», – продиктовал задание Ирука. Это же легко», – сказал Наруто. После того, как Наруто это сказал, он сразу же сделал перевоплощение в бога смерти. Все немного испугались, но после он развеял Хэнгё. Второе задание Наруто также сделал без проблем. И вот третье задание – сделать иллюзорного клона. Также легко Наруто сделал целых 10 клонов, только теневых. «Молодец, Наруто! Я заметил твою гениальность». После этих слов Ирука отдал повязку, и Наруто ушел из академии. Он решил прогуляться по Канохе. Прогулявшись 20 минут, он ушел к Хокаге, чтобы отпроситься из деревни на 4 года тренировок. Придя в резиденцию Хокаги, он постучался и, дождавшись ответа, зашел. «Хокаги-сама, а можно ли мне уйти из деревни на 4 года тренировок?» Задал вопрос Наруто. «Уйти из деревни на 4 года? Но слушай, если победишь Троиханбу, то можешь идти», сказал призадумавшись Минато. «Хорошо, я буду ждать на 31-м полигоне», сказал Наруто. Договорились. Пес, Какаши, Ворон, Итачи, Ласка, Танзе Ямато, идите на заброшенный полигон номер 31 и проверьте способности этого Джинчурики, приказал Хокаге. После этого они исчезли в Шуншине. На 31-м полигоне. «Значит так, Наруто, ты должен будешь нас одолеть, чтобы уйти на свои тренировки», сказал пес. «Это будет легко, я уверяю вас», не раздумывая, сказал Наруто.
Не недооценивай нас, ты всего лишь генин, а мы элитный Анбу, сказал, попытавшись спустить на землю ворон. Звание – это не главное, ответил ему спокойно Наруто. Ладно, давайте начнем, сказал Ласка. Наруто отпрыгнул от них. Раз, два, начали! Произнес Ласка. Анбу не хотели поддаваться, поэтому пес открыл свой глаз с шаринганом, а вот ворон активировал трехтомойный шаринган, и они начали бой. Узумаки чувствовал, что он одолеет их легко. Ворон и пес взяли в свои руки танто и побежали на Наруто, а Ласка использовал макутон с дальнего расстояния. Ворон и пес пытались задеть Наруто, но безуспешно. Он просто отбивал все их удары. Когда Ласка хотел использовать макутон, техника четырехклонной тюрьмы, то Наруто без проблем ломал балки, растущие из земли. Когда Узумаки это надоело, он просто создал двух клонов, и они побежали на Ласку и Ворона, а оригинал взял на себя пса. Ну что, ну теперь-то будет честно, произнес Наруто, но пес ничего не ответил и побежал на Узумаки. Наруто это уже совсем надоело, он быстрым движением оказался за спиной пса и подставил свое танто к горлу. «Я сдаюсь», сказал пес, подняв свои руки. «-1, остались еще двое», спокойно произнес Наруто. Клон против Ворона. Так, значит я против Учихи. Ну ладно, начнем уже. Наруто взял свой танто и побежал на Ворона. А ты быстр, отметил Ворон. Я только показал малую часть своей скорости, сказал клон Наруто. Чего? Непонимающе спросил Ворон. После этого Наруто начал складывать печати. Широи, техника дыхания белого дракона, произнес Наруто и выпустил белого дракона. Это что такое? Я сдаюсь! Крикнул Ворон. Хорошо, и Наруто со всей скоростью подбежал и спас его. Наруто, а что это за белое пламя было? Недоумевающе спросил Ворон. Это было пламя Шинигами, его нельзя потушить или запечатать. Горит оно примерно месяц, ответил Наруто. Этот огонь даже сильнее, чем Аматерасу? Поинтересовался Ворон. В десятки раз. Ведь это пламя самого Шинигами, гордо ответил Наруто. Ясно, с пониманием ответил Ворон. Я тебе хотел сказать, сказал Наруто. Ну не томи, поторопил его Ворон. Я Джинчурики Шинигами, или же бога смерти. Через 6 лет на планету нападет король пустых и его 75-тысячная армия пустых. Они на уровне минимум от уровня Чоунина, а максимум до уровня Каги, каждые. Шинигами, значит? Повторил Ворон. Да, я бы хотел сказать, чтоб ты передал это Хокаге, если я не скажу сам. Попросил Ворона Наруто. Хорошо, я все скажу, ответил Ворон. Просто отлично, а теперь я, пожалуй, развеюсь, сказал клон Наруто. Ха, я даже не удивлен, ответил ему Ворон. После этих слов и клон развеялся. Клон против Ласки. А ты силен для своих лет, сказал Ласка. Ха, это даже не моя настоящая сила, ответил ему Наруто. Чего? После того, как Ласка это сказал, он впечатался в дерево. И это все? А обладатель Макутона так слаб? Спросил клон Наруто. Это еще не все. Макутон, техника четырехклонной тюрьмы. Очень слабая техника. После этих слов Наруто взял танто, провел Широй, белый огонь и ударил раз по дереву. Смог только один раз ударить. Ну тогда ты уже проиграл. Сделал вывод Ласка. Эх, всему вас нужно учить. Значит так, это белый огонь Шинигами. Его невозможно потушить или запечатать. И да, лучше развей технику, или ты тоже сгоришь, сказал Наруто. Хорошо. После этого он развеял технику Макутона, и огонь погас. Ладно, с тобой я не буду нянчиться. Катон, техника королевского огненного дракона. После этого на Ласку полетел огромный дракон. Ласка не успел до конца уклониться, и у него остались ожоги. Наруто подумал, не надо с ним играться, и с максимальной скоростью переместился за спину Ласки и подставил танто к его горлу. Я сдаюсь, ладно, поднял руки Ласка. Слабо. Слушай, Ласка, во мне сидит Шинигами. Через 6 лет на планету нападет король пустых и его 75-тысячная армия пустых. Уровень самого слабого пустого
равен уровню Чоунина. А самые сильные – Каги. Король пустых очень силен. Его сила почти равна королю Шинигами. Вот, я тебе все рассказал. Расскажи все Хокаге, если я забуду. Напомнил Наруто и Ласке эту информацию. В тебе? Шинигами? Хорошо, я все скажу. С испугом произнес Ласка. Отлично, а теперь я развеюсь, ведь я клон. Чего? И клон развеялся. Тем временем оригинал. Ладно, пес. Мои клоны выиграли Ласку и Ворона. Может, теперь пойдем к Хокаге, а то скучновато как-то, произнес Наруто. Ясно. Ну пошли доложим, что ли. После этого они направились в резиденцию Хокаге, постучались и вошли. Не выиграл? Ха. Утвердил с улыбкой Минато. Но вообще-то, наоборот, я их выиграл, и мы пришли это доложить. С ехидной улыбкой сказал Наруто. Это правда? Пес, недоумевающе спросил Минато. Да, Хокаге-сама, ответил, опустив голову вниз, Какаши. Ладно, значит так, Наруто, ты можешь уйти из деревни на 4 года тренировок, сказал свое слово Минато. Ура! Спасибо! После этих слов заходят Ворон и Ласка. Хокаге-сама, Наруто нас выиграл. А еще он хотел вам передать кое-что, сказал Ворон. Ну вообще-то, Наруто тут, сказал Минато. А, вы про то, что вам клоны сказали? Хорошо, говорите, разрешил сказать Наруто. Хокаге-сама, Наруто Джинчурики Шинигами, и скоро, по информации самих Шинигами, на нашу планету нападут, а именно, нападет король пустых и его 75-тысячная армия пустых, доложил Ласка. Что? Вы серьезно? С недоумеванием удивился Минато. Я сейчас все покажу, и Наруто начал складывать печати. Кабан, собака, птица, обезьяна, баран. После этого призвался сам Шинигами. Шинигами? Что тебе нужно? С осторожным испугом сказал Минато. Сынок, зачем звал? Спросил при всех Шинигами. Вообще-то, отец, на нашу планету уже скоро нападут, пустые. А вот они не верят мне. Можешь объяснить все? Ага, нападут. Вот для чего я тебя учил, чтобы ты смог одолеть короля пустых. Минато, через 4 года, когда придет Наруто, созови совет 5 Каге и возьми Наруто с собой, а также передай им эту информацию. Если не поверят, то Наруто использует технику призыва и призовет меня, ну и я все им лично расскажу. Проинструктировал Минато Шинигами. Хорошо, Шинигами, я понял. Немного заикаясь, ответил ему Минато. Ладно, я, пожалуй, пойду. После этого он исчез. А я, пожалуй, завтра уйду из деревни на тренировки, ведь вы разрешили мне это, сказал Наруто. Хорошо, а теперь свободны. И все исчезли в Шуншине. Наруто решил пойти к Ханаби и последний раз с ней прогуляться по Канохе. Дойдя до ее дома, он постучался, и вышла ее сестренка Хината. «Привет, а ты к кому?» – спросила сестренка по имени Хината. «Я? К Ханаби. Можешь позвать ее, пожалуйста?» – обратился к Хинате Наруто. «Хорошо». Она побежала на 2-й этаж и постучалась. «А? Что случилось?» – спросила Ханаби. «Там Наруто», – ответила Хината. «Хорошо, сейчас спущусь». Прошло 7 минут, и она спустилась к Наруто. «Привет, Наруто, ты что-то хотел?» Спросила Ханаби. «Да, пойдем погуляем по Канохе. Я завтра утром уйду из деревни на 4 года тренировок», сказал Наруто. «Хорошо, но жаль, что ты уходишь из деревни», грустно сказала Ханаби. «Зато когда я приду, я стану очень сильным и смогу всех защитить. Ладно, идем». После этого они пошли гулять. Наруто решил купить данго. Зашел в магазин и купил. После этого он дал одну Ханаби. Когда они прогулялись, они решили пойти на любимое место их двоих, а именно на лица Хокаге. Придя, Наруто лег на коленки Ханаби. Она смеялась и играла с его волосами, смотря в небо. После прогулки Наруто проводил ее до дома, а сам после этого пошел домой собирать вещи. Ну а после всего этого он лег спать. На следующий день Наруто встал, сделал все свои водные процедуры
и пошел собирать свитки с вещами. Взяв все нужное и необходимое, он оделся и пошел к воротам деревни. Дойдя до ворот, Котецу сказал: «Ты зачем уходишь из деревни?» – спросил Котецу. «Я на 4 года тренировок», – ответил ему Наруто. «Хокаге-сама разрешил?» – спросил Изума. «Да, можете сами у него поинтересоваться», – ответил им Наруто. «Ладно, проходи, мы спросим, но если ты обманул, тебе не сдобровать. Мы тебя найдем и накажем». После этого Наруто ушел из деревни на 4 года тренировок. Маска Шинигами и извращенный отшельник. Наруто ушел из деревни на 4 года тренировок. Сначала Наруто побежал в Узушико-гакуре но Сато для того, чтобы изучить фуиндзюцу клана Узумаки. Бежал он 5 дней и на вечер добежал. Когда он добежал, то увидел руины. И все. Наруто сказал: «Что за черт разрушил водоворот? Мрази, дегенераты!» После того, как Наруто это сказал, появились 3 силуэта и напали на него. Узумаки не растерялся и взял Танта, а после начал отбиваться и контратаковать. «Ты кто? И скажи цель прибытия», – произнес первый неизвестный. «Я вообще Наруто Узумаки, пришел, чтобы изучить фуиндзюцу клана Узумаки», – ответил Наруто. «Но у тебя же волосы белого цвета, а Узумаки должны быть красными», – уточнил второй неизвестный. «Я полукровка, отец бесклановый», – он сказал, чтобы не палиться. «А мама Узумаки», – ответил им Наруто. «Хорошо, мы проверим», – сказал третий неизвестный. «А как вас зовут?» – спросил Наруто. «Меня Аби Узумаки». «Меня Кайдо Узумаки», «А меня Шай Узумаки», – ответили все трое. «Ясно. А где можно найти свитки Узумаки?» – спросил Наруто. «Иди за мной, я покажу», – сказал Аби Узумаки. После этого Аби, Наруто и остальные пошли куда-то. Когда они дошли, то увидели пещеру, и Аби сказала: «Видишь эту пещеру? Только настоящий Узумаки сможет пройти через нее. А если ты не настоящий Узумаки, то ты умрешь. Если все-таки ты сможешь пройти, то сможешь изучить фуиндзюцу клана Узумаки», – сказала Аби. «Ясно, мне все понятно. Я, пожалуй, пойду туда», – сказал Наруто. После этих слов Наруто собрался и хотел зайти в пещеры, но когда он зашел, то увидел много свитков и маски. Тогда-то он решил зайти в свое подсознание, чтобы спросить Шинигами, что это за маски. Он сел в удобную позу и появился в подсознании, а после спросил: «Отец, а что это за маски в пещере?» – спросил Наруто. «Слушай, эти маски для запечатывания, но есть одна маска Шинигами, которая запечатывает, но из-за того, что я в твоем теле, эта маска может увеличить скорость, силу и ловкость. Но есть один минус – это затраты чакры. Когда ты будешь одевать маску, то ты будешь тратить чакру в 2-3 раза быстрее. А, и да, эту маску одевать можешь только ты, и у тебя есть одна попытка. Если не угадаешь маску, то умрешь». Рассказал все Шинигами. «Ясно, спасибо, что объяснил. Кстати, а как мне найти эту маску?» – поинтересовался Наруто. «Маску ты должен найти сам. А теперь я могу тебе сказать одно. Удачи!» – пожелал удачи Шинигами. После этого Наруто вышел из подсознания и пошел искать маску. Наш герой долго думал, примерно минут 30. Когда он хотел уже сдаться и дотронуться до стены, эта стена начала открываться. После того, как она до конца открылась, то Наруто увидел маску в виде Шинигами. Узумаки взял эту маску и одел ее. Когда он это сделал, то Шинигами не появился. Наоборот, эта маска дала прилив силы. Наруто был рад, что нашел именно ту маску и не умер. После всей шумихи он снял маску и запечатал. Аби Узумаки про себя: может быть, он умер? Хоть бы это было не так. Просто в клане осталось очень мало людей. Их можно по пальцам пересчитать. Конец мыслей. Еще Наруто взял 6 свитков с фуиндзюцу. После этого он решил не пугать тех Узумаки и, запечатав все, что нужно, пошел на выход пещеры. Выйдя, он увидел 3 Узумаки, которые походу его ждали. Кайдо сказал: «Наруто, ну как, нашел те свитки, которые тебе нужны?» – спросил Кайдо. «Да, и не только», – ответил Наруто. «Ты еще что-то нашел?» – задумчиво поинтересовался Кайдо. «Ага, я нашел маску Шинигами», – ответил ему Наруто. «Дурак, если ты ее наденешь, то ты умрешь», – предупредил Кайдо. «Не бойся, эта маска под меня настроена», –
ответил спокойно Наруто. Это как? Немного испуганно поинтересовался Кайдо. Значит, слушай, во мне запечатан сам Шинигами. Он сказал то, что только я смогу надеть эту маску без последствий. Если оденет кто-то другой, то призовется сам бог смерти и поглотит его душу. А у меня она работает по-другому. Она мне дает временно прилив сил, а именно скорость, сила и ловкость. Но есть один минус. Затраты чакры уходят в 2-3 раза быстрее. Когда закончится у меня чакра, то маска может сломаться. В тебе сам Шинигами? Он же поглотит тебя и убьет. Напугался Кайдо. Да не бойся, он стал мне как отец. Ты многого не знаешь. Он учил меня быть сильнее, защищал, если кто-то хотел убить меня. А вообще, он очень хороший. Я бы вам хотел сказать еще одну вещь. Через 6 лет на планету нападут, поэтому мне нужны союзники, сказал Наруто. А кто нападет? Поинтересовался Шай. Король пустых и его армия, ответил им Наруто. Ясно. Мы, наверное, не пойдем с тобой. Мы будем тренироваться. И когда они пойдут, то придем на помощь, сказал ему Шай. Хорошо, сказал улыбающийся во все 32 Наруто. После этого Наруто побежал дальше в путь. На этот раз Наруто хотел пойти к Джирайи и попросить у того ключ. Он знал примерно, где он находится, а если именно, то в деревне скрытого горячего источника. Почему, спросите вы? Потому что Джирайя любил подглядывать и собирать материал для книг. Наш герой решил надеть маску, для того, чтобы посмотреть, насколько он станет быстрее. Надев маску, он побежал по верхним путям. Наруто был рад. Почему, спросите вы? Потому что эта разница была видна на глазах. Он бежал с такой скоростью, что обычному трехтомойному Шарингану было бы трудно за ним уследить. Наруто добежал до деревни скрытого горячего источника за 2 дня. Добежав, он сказал: «Уф. И вправду очень много забирает маска. Ладно, не до этого. Мне нужно найти Джирайю, чтобы он освободил Кураму», произнес Джирайя. Наруто решил искать извращенного отшельника на горячих источниках, а их всего в этой деревне было около 6 штук. Сначала наш герой побежал на горячий источник, который был ближе всех. Добежав, он увидел его, а именно извращенного отшельника. Наруто решил себя не томить и крикнул: «Эй, подглядываешь за девушками? Нехорошо!» крича сказал Наруто. Девушки закричали: «Блин, мне срочно нужно уходить, а то меня побьют», произнес Джирайя. «Блин, мне срочно нужно бежать, а то меня побьют», произнес Джирайя и побежал. После этого Джирайя побежал, а Наруто просто смотрел и ржал в своем подсознании. Когда все это закончилось, Наруто подошел к отшельнику с горы Мьябоку и сказал: «Эй, старик», сказал Наруто. «А, это ты, малой?» ответил ему Джирайя. «Вы же один из легендарных санинов?» уточняюще спросил Наруто. «Да, я великий отшельник с горы Мьябоку», и встал в стойку, как в каноне. «Ладно, шутки в сторону, я пришел вообще не для этого. Значит так, у вас же находится ключ клетки Девятихвостого, правильно?» уточняет Наруто. «Ну да, а зачем он тебе?» спросил Джирайя. «Ну, я решил клетку открыть, а то она мне мешает», произнес Наруто. «Ты что, с ума сошел? Если он выберется, то он будет крушить деревни. Ай, кстати, забыл спросить, как тебя зовут?» Будто не знает, спросил Джирайя. «Меня Наруто Узумаки, а я знаю, что вас зовут Джирайя». «Наруто? Но ты же умер в день нападения Лиса на Коноху», удивленно сказал Джирайя. «Видишь ли, мой настоящий отец, недоотец, а именно Минато Намикадзе, когда третий Хокаге запечатал Кураму во мне, то в меня еще запечатали Шинигами. Когда все прошло, то у меня покрасились волосы на белый, а еще у меня появилось кимоно, а и в зубах танто. После этого я высвободил разрушительную чакру. Этот недоотец испугался и сдал в меня в приют. В приюте меня не любили и пытались избивать, сжечь и так далее. Вот как-то так», рассказал Наруто. «Не ожидал такого от Минато. Кстати, откуда ты узнал про это?» спросил про ключ Джирайя. Флэшбэк. «Отец, а кто настоящие мои родители?» поинтересовался Наруто. «Наруто, пообещай, что ты не пойдешь на путь зла, если я тебе скажу», сказал Шинигами. «Обещаю», ответил Наруто. «Твои родители Минато Намикадзе и Кушина Узумаки». Наруто встал в ступор, а после сказал: «Почему? Почему? За что?» Выпучил глаза Наруто. «Тебя можно понять, но я все равно расскажу, почему Минато сдал тебя в приют.
Когда ты родился, на деревню напал человек в маске. Он вытащил Кураму и подчинил его шаринганом. После того, как Минато его победил, у Курамы снялось гендзюцу, а после он впал в ярость. Его опять подчинили этим шаринганом. Он начал ломать горы хвостами, а лапами создавал землетрясение. Когда Минато решил запечатать Кураму в тебе, его опередил третий Хокаге. Запечатав, третий Хокаге запечатал и меня в тебя. После этого у тебя побелели волосы, потом появилось кимоно, а в зубах мое танто. Когда это случилось, ты по нечаянности выпустил огромное количество твоей разрушительной чакры. После когда все успокоилось, Минато не мог тебя убить и решил тебя отдать в приют. А всем сказал, что ты умер, и запечатали Кьюби в Узумаки сироты, а именно ты. Потом, когда ты немного подрос, Данза пустил слух, что ты джинчурики, и тебя начали ненавидеть и смотреть с презрением и ненавистью. Прости за все это нас, сказал Шинигами. Понятно. Я вас не виню. Наоборот, есть плюсы. Почему я рад, что меня сдали в приют? Первое, я бы, наверное, стал высокомерен. Второе, я бы был тупым, как этот сын Хокаге. Подметил плюсы Наруто. Спасибо, Наруто, произнес Курама. Да не за что. Когда-нибудь я и тебя с клетки выпущу. А кстати, и вправду, где взять ключ от клетки? Спросил Наруто. У Джираи, найди его и попроси. Указал Курама. Спасибо, Курама. Поблагодарил его Наруто. Конец флешбека. Еще один флешбек. Слушайте. Я тут что-то задумался, а как вы оказались здесь в моем подсознании? Ведь отец Мария Шинигами мне рассказывал, что вы испарились. На что король Шинигами ответил: да, все-таки есть. Я испарился, но я копил свою силу и часть души перед смертью. Я запечатал в специальный кувшин с инструкцией. Мои братья нашли этот кувшин и последовали инструкции, а после я воскрес. Но я вернулся на время, лишь для того, чтобы даровать тебе свою силу. Как только я ее тебе передам, то я исчезну навсегда. Рассказал все Райка. О, я понял. Навсегда, значит. Ну, я воспользуюсь вашей силой и не подведу вас. С пониманием, сказал Наруто. Конец флешбека. Мне Курама сказал, ответил Джирайя Наруто. Курама? Это имя Девятихвостого? Спросил Джирайя. Ага, ну так что, ключ, где он? Спросил Наруто. Хорошо. И Джирайя начал складывать печати. Кабан, собака, птица, змея, обезьяна, баран. Техника призыва. После этого появилась жаба и сказала: Джирайя, зачем вызывал? Спросила Гератора. Гератора, можешь дать ключ от клетки Девятихвостого? Попросил Джирайя. Зачем тебе? Спросила жаба. Вот, видишь этого мальчика? Он смог подружиться с Девятихвостым, и поэтому ему нужен ключ, чтобы снять печать от клетки, объяснил Джирайя. Подружился, значит? Хорошо. И после этих слов Гератора удлинился и дотронулся до живота Наруто, а после этого Наруто почувствовал еще больший прилив сил. Следующая подглава: новая сила и возвращение в деревню после 4 лет тренировок. Наруто почувствовал прилив сил. Когда все прошло, его окутала желтая чакра и появились татуировки. «Офигеть, я полон сил», – произнес Наруто. «Ага, ведь это моя чакра. И да, ты бы лучше отключил этот режим, ведь мы первый раз используем его», – посоветовал Курама. «Хорошо, Курама». После этого он вышел с режима Курамы. Невероятная чакра. Ладно, вы разберетесь сами, а я пошел. После этого Гератора исчез. Кстати, Наруто, а ты знал, что я твой крестный? Поинтересовался Джирайя. Нет, если это так, то я и вас буду защищать. А теперь мне нужно тренироваться, сказал Наруто. Наруто, а не хочешь ли ты тренироваться со мной? Предложил Джирайя. Я был бы не против, но я надеюсь, вы будете со мной спарринговаться и научите новой сильной технике, с надеждой произнес Наруто. Хорошо, я не против спаррингов. И да, я могу научить тебя одной сильной технике, сказал Джирайя. Отлично, как она называется? Спросил Наруто. Эта техника называется Расенган, произнес название техники Джирайя.
Хорошо, я готов изучить эту технику. Кстати, она же не до конца вроде сделана, я читал об этом, уточнил Наруто. Да, сам четвертый не может улучшить эту технику до конца, подтвердил Джирайя его слова. Тогда я сам своими руками ее улучшу. А теперь давайте уже начнем тренироваться, сказал с нетерпением Наруто. Ага. Ладно, идем. После этого они пошли на полигон, а Джирайя по пути купил шариков с водой и резиновые шары. Когда они пришли, то Наруто произнес: Джирайя-сенсей, а зачем вы купили эти шарики? Для того, чтобы изучить эту технику, тебе нужно будет пройти 3 этапа, сказал Джирайя. Я готов. После этих слов Наруто взял шарик с водой. Для начала ты должен будешь взорвать этот шарик. Это же легко. И Наруто начал проводить чакру по шару. Спустя 2 минуты у него получилось взорвать. И Джирайя сказал: а ты гений, если смог взорвать настолько быстро. Ладно, тебе еще нужно пройти 2 этапа. Второй этап заключается в том, чтобы ты держал форму и взорвал резиновый шарик. Ого, но это будет труднее. Я постараюсь. После этого Наруто взял резиновый шарик и начал делать то, что сказал Джирайя. Через 6 часов у него наконец вышло, и он сел под дерево. Отдохнув, встал и уже хотел уходить, но увидел Джирайю, который идет к Узумаки. Наруто подождал, а когда Джирайя пришел, то он сказал: ого, Наруто, ты смог? Удивившись, спросил Джирайя. Ага, только спать хочется, сонно сказал Наруто. Хорошо, идем в гостиницу. Придя, Джирайя снял номер в гостинице на 3 дня и сказал Наруто. После этого Узумаки ушел к себе, а Джирайя, оставив деньги для Наруто, пошел собирать материал. Ну, вы поняли какой. А Наруто, не поев, лег спать. Следующий день. Наруто проснулся и пошел делать все свои водные процедуры. Сделав, он пошел есть, а потом, поняв, что еды нету, хотел уже уйти, но увидел конверт с деньгами. Наруто понял, что это ему оставил извращенный отшельник. Наш герой заказал еду и начал есть, но перед этим сказал «Итадакимас». Окончив свою трапезу, он отправился на полигон. Дойдя до туда, он увидел Джирайю. Подойдя к нему, начал разговор. «О, извращенный отшельник, а что ты тут делаешь?» – спросил Наруто. «Наруто, не называй меня так. Что я делаю? Ну, я же ждал тебя, чтобы сказать, что надо делать на 3-м этапе. Значит так, ты должен будешь объединить 1-й и 2-й этап, чтобы собрать Расенган». Ясно. Это будет труднее, чем 2 этапа, произнес Наруто. Ага, ладно, делай. А я пошел собирать материал для книжки, произнес Джирайя. Ладно, но вечером, надеюсь, ты будешь здесь, сказал Наруто. Окей. После этого Джирайя пошел в сторону горячих источников, а Наруто выполнял 3-й этап. Наступил вечер. Наруто смог сделать Расенган, но он был у него слабоватым. Узумаки не понимал, что он делает не так. Но его раздумье отвлек голос Джирайи. «Наруто, ну как, получилось сделать Расенган?» – спросил извращенный отшельник. «Да, но я не понимаю, почему он такой слабый». «А, Наруто, ты думал, что сделав сам Расенган, он будет ломать все?» Нет, так не работает. Чтобы он был мощным, его надо оттачивать неделями. Но я думаю, у тебя займет это 3 или 5 дней. Спасибо, Джирайя-сенсей. Ну тогда я пошел оттачивать технику. Кстати, вы же пойдете со мной на 4 года тренировок? Конечно. Ну, а что мне еще делать? Давай скажу. И улыбнулся. Круто. Я стану сильнее и смогу защитить всех. Ого, какая у тебя мотивация. Ладно, ты тренируйся и иди ешь. Ты же деньги с собой прихватил? Я надеюсь, спросил Джирайя. Ага, ладно, я пошел дальше тренироваться, произнес Наруто. Хорошо, а я пошел прогуляюсь по этой деревушке, ответил ему Джирайя. Прошло 3 дня. Наруто смог в совершенстве использовать Расенган. Теперь он хотел ее улучшить, эту технику, но времени теперь нет, ведь он сегодня уходит с Джирайей. Наруто решил пойти на горячие источники, ведь тренироваться почти без отдыха – это муторное дело. Придя туда, он разделся, взял полотенце и пошел на горячие источники. Зайдя туда, он сказал: «Ух, хорошо же зайти в горячие источники после сложных тренировок». Просидел Наруто около часа. После этого он вышел, одевшись, он пошел чего-нибудь перекусить. И идя, он заметил магазин, в котором продавался данго.
Зайдя, он купил несколько штук и начал есть. Съев, он решил пойти в гостиницу, ведь уже было темно. Зайдя, он снял обувь и пошел в ванну. Искупавшись, он отправился на кровать и заснул крепким сном. Следующий день. Наруто встал и пошел в ванну. Сделав свои водные процедуры, он заказал рис с мясом и начал кушать. Съев, он пошел к Джирайе. Зайдя в комнату, он увидел извращенного отшельника и двух женщин. Наруто это надоело, и он сказал: «Джирайя-сенсей, вставайте, сегодня мы должны уходить». После этого Джирайя встал и сказал: «Хорошо, хорошо, Наруто». И извращенный отшельник отправился в ванну. Сделав водные процедуры, он быстрым шагом вышел с гостиницы и отправился с Наруто к воротам. Дойдя до ворот, они проверили, все ли взяли. Когда они точно удостоверились, что все взяли, ушли из деревни. За эти 4 года тренировок Наруто стал очень сильным. Он смог улучшить технику Расенган, а именно добавив стихию ветра. Добавив, он получил новую технику и назвал ее Расен Сюрюкен. Чтобы сделать эту технику, Наруто трудился почти без отдыха 3 дня. Еще наш герой сумел увеличить запасы чакры. Теперь он может надевать маску до 10 дней. После 10 дней она может не выдержать и сломаться. Наруто смог достичь мастерского владения кензюцу. Он почти всегда выигрывал отца. Техники он не изучал, а наоборот улучшал. Тайдзюцу у Наруто почти на уровне короля Шинигами. И еще он поставил на себя фуиндзюцу, утяжелители. Сейчас они доходят до 464 килограмм. В общем, наш герой стал очень силен за 4 года тренировок. Когда этот период закончился, он отправился с Джирайей в Коноху. Дойдя до ворот, их встретили вечные стражники Катецу и Изуми. Извращенный отшельник начал разговор. Дойдя до ворот, их встретили вечные стражи Катецу и Изуми. Извращенный отшельник начал разговор. «Привет, Катецу и Изума», – поздоровался Джирайя. «О, это вы, Джирайя?» – удивился Катецу. «Ага, а кто этот парнишка?» – показал на Наруто Изума. «Это Наруто Узумаки. Вы что, не узнали его?» – сказал Джирайя. «О, Наруто, это ты? Ну тогда идите в резиденцию и доложите о прибытии», – сказал Катецу. «Ага, это я. Хорошо, мы сейчас с извращенным отшельником хотели туда пойти», – сказал Наруто. «Наруто, я же просил меня так не называть», – сказал возмущенный Джирайя. «Хорошо». После этого Джирайя и Наруто пошли в... Ой, да ладно тебе, Джирайя. После этого Джирайя и Наруто пошли в резиденцию. Когда они шли, Наруто увидел Кибу, которая пристает к Ханаби. Наруто, конечно, разозлился. Он хотел посмотреть, что сделает Ханаби. «Ханаби-чан, пойдем со мной на свидание», – приставал Киба. «Отвали ты от меня, я люблю другого», – отвечала ему Ханаби. «И кого же?» – ехидно спросил Киба. «Тебе этого знать не нужно», – ответила ему холодно Ханаби. «Тогда я возьму тебя силой». После этого Киба хотел схватить Ханаби, но Наруто просто исчез и появился возле своей девушки и ударил Кибу, что тот отлетел в стену. А после Наруто сказал: «Вот паршивец, с тобой все в порядке, Ханаби-чан». «Наруто? Ты когда пришел? Я так рада, спасибо тебе». После этого она обняла его. «Да, вот только что прибыли», – поглаживая по голове Ханаби, сказал Наруто. «Ах ты говнюк, как ты посмел!» – возмутился Киба. «Как я посмел? Да ты только что чуть не ударил Ханаби-чан. Она тебе сказала, что любит другого», – ответил наглому Кибе Наруто. «Ха-ха, так ты говоришь, будто она тебя любит», – недоверчиво сказал Киба. «Вообще-то да. Его», – ответила Ханаби. «Ладно, Киба, еще раз такое увижу, у тебя голова с плеч спадет», – пригрозил Наруто. «Хорошо», – немного напуганно ответил Киба. «Отлично. А теперь я догонять извращенного отшельника пошел. Пока, Ханаби, сегодня вечером или завтра погуляем», – сказал ей Наруто. «Хорошо», и поцеловал его в щеку, а Наруто просто улыбнулся и пошел догонять Джирайю. Догнав, они пошли в резиденцию Хокаге. Дойдя, Джирайя постучался и услышал слово «Войдите». Вошли. После этого Наруто сказал: «Хокаге-сама, я пришел с тренировок и не один.
а с Джирайя-сенсеем. Да, Минато, почему ты такой грустный и сонный? Спросил Джирайя. О, Наруто, вы пришли. Почему я такой? Вы, наверное, не слышали, что Менму кто-то похитил. Что? Ну, кто его похитил? Я его найду, обещаю, Минато, воскликнул Джирайя. Надеюсь, Джирайя-сенсей. Наруто, как прошли твои тренировки? Поинтересовался Минато. Отлично, я улучшил почти все до максимума, особенно тайджутсу. Кстати, я тоже помогу Джирайе найти Менму, сказал уже не спрашивая Минато Наруто. Хорошо, а теперь свободны и стой, Наруто, можешь прийти завтра ко мне в 9:00, попросил Минато. Ага, а теперь я пошел. После этого Наруто и Джирайя вышли с резиденции Хокаге. Минато про себя. Менма, где же ты? Воспоминания Менмы. Я тренировался на моем любимом полигоне номер 3. Тренировал я технику полет бога грома. Я лишь смог увеличить на немного расстояние телепортации. Я начал злиться, но пришел какой-то человек и сказал: Менма, не хочешь ли ты пойти со мной? Мой король даст тебе огромную силу, сказал неизвестный. Чё? С чего это? С непониманием спросил Менма. Если ты пойдешь со мной, то мой король даст тебе силу. С помощью этой силы ты будешь сильнее всех, сказал неизвестный. Сила? Так все просто? Но давай сходим посмотрим. А что мне сделать надо для этого? Практически согласился Менма. Всего лишь пойти со мной, ответил ему неизвестный. А куда ты меня отведешь? Спросил недоверчиво Менма. К нашему королю, я же сказал. Ответил ему еще раз неизвестный. Ну хорошо, пойдем посмотрим. После этого неизвестный взял меня и побежал. Так он бежал в руках, держа меня примерно 5-7 часов. Когда он добежал, то я увидел ничего. А он сказал: дай мне руку, и мы окажемся в другом измерении. Я, конечно, ожидал, и мы оказались возле какого-то дворца. Мы зашли в него и поднялись на 3-й этаж. После того, как мы это сделали, неизвестный сказал: Ярисама сама, я смог найти Менму Намикадзе. Молодец, Сато. А теперь ты, и посмотрел на меня. Если хочешь быть сильным, то останься со мной. Я дарую тебе силу, сказал Ярисама. Я согласен, но зачем я вам? Так просто согласился Менма и поинтересовался. Я король пустых, и я хочу уничтожить планету Земля. Но я этого не могу сделать, ведь на Землю поставлен огромный и очень сильный барьер. Через 2 года он спадет, и поэтому я хочу тебя обучить, для того, чтобы ты убил приемника короля Шинигами, рассказал Ярисама. Но почему вы не можете уничтожить Землю, ведь ваш прислуга прошел через этот барьер? Спросил Менма. Сато прошел, потому что он был когда-то шинигами. Через этот барьер могут пройти только боги смерти. Я хочу тебя натренировать, чтобы ты смог победить того, о ком я говорю. Я буду тебя тренировать индивидуально. Когда пройдет 2 года, то моя армия и ты пойдете на Землю и будете ее терроризировать. А после уничтожите. Что? Что это за хрень? Я не собираюсь уничтожать Землю, с испугом сказал Менма. А тебе придется. Выбора уже нет. Ты же здесь оказался, сказал Ярисама и телепортировался за секунду к Менме. После он схватил его за голову и послал в его тело какой-то сгусток энергии, которым напрочь зомбировал Менму. Ну так что, Менма, как ты смотришь на мое предложение? Уничтожишь Землю? Да, Ярисама-сенсей, я готов, ответил полностью изменившийся Менма. После этого он отвел Менму на огромный полигон, и начались тяжелые тренировки. Конец воспоминаний Менмы. Наруто и Джирайя вышли с резиденции Хокаге. Джирайя решил собрать материал, а наш герой хотел пойти домой и убраться, а после приготовить поесть. Придя домой, он увидел свою квартиру. Она была вся в пыли, и жить было невозможно. Наруто создал 5 клонов для того, чтобы они убрались, а сам сел в удобную позу и зашел в подсознание. После того, как он это сделал, бог смерти начал диалог. Наруто, ты же знаешь, кто мог похитить Менму? Спросил наводящий вопрос Шинигами. Ну, я догадываюсь, но я не уверен.
ответил Наруто. Значит, слушай. Когда мы были недалеко от Канохи, то я почувствовал полушинигами и полупустого, рассказал Шинигами. Неужели? Нас предал Шинигами? Вот черт, этот же барьер устроен. Если в тебе есть частичка крови Шинигами, то ты можешь пройти. Теперь все сходится. Поэтому через 2 года они нападут. И против меня не будет король пустых, а будет Менма. Вот это да, догадался Наруто. Да, началось, Наруто. Поэтому тебе надо становиться еще сильнее, сказал Шинигами. Я стану сильнее и защищу эту планету. Еще нужно будет предупредить 4-го, что случилось с Менмой, и попросить созвать собрание 5 Каге. Сделал вывод Наруто. Все-таки я не ошибался в тебе. Ты сможешь защитить Землю. Сделал вывод Шинигами. Отец, я же говорил тебе, не нужно так. И да, вот вам подарок. После этого ландшафт начал меняться, и появилось чистое море. Появилось солнце, и еще пушистая трава и большое дерево. Спасибо, Наруто. И да, я тоже помогу тебе стать сильнее, сказал Курама. Спасибо вам, Курама. Отец, я теперь, наверное, пойду поем, сказал Наруто. Хорошо, иди. После этих слов Наруто вышел из подсознания. Когда он это сделал, то увидел чистую квартиру. Наш герой решил покушать. Взяв ингредиенты, он начал готовить мисо-суп. Приготовив, он начал свою трапезу. Закончив, он оделся и вышел погулять. Он решил, что нужно будет позвать Ханаби погулять. Придя в квартал Хьюг, он нашел дом, в котором живет его девушка. Постучавшись, вышел ее папа, и Наруто сказал: «Здравствуйте, Хиаши-сан, можете позвать Ханаби?» «Здравствуй, ты же Наруто, правильно? Я помню тебя. Хорошо, сейчас позову». После этого Хиаши поднялся на 2-й этаж и постучался в комнату. Ханаби открыла и спросила: «Папа, что-то случилось?» – удивилась Ханаби. «Да нет, тебя там ждет Наруто. Наверное, пригласить куда-то хочет», – ответил ей Хиаши. «Ну, папа», – краснея сказала Ханаби. «Ладно, одевайся и иди к Наруто». После этого Ханаби оделась и вышла к Наруто. «Привет, Ханаби. Пойдем погуляем по Канохе», – пригласил ее Наруто. «Привет, Наруто. Пошли», – ответила ему Ханаби. «Отлично, а теперь пойдем». И Наруто с Ханаби ушли гулять по Канохе. Сначала они решили погулять, а потом пойти в кафе. Ну а после налиться Хокаге, их любимое место. Погуляли они около 40 минут, но потом проголодались и ушли в кафе. Заказав еду, они начали есть. Поев, они ушли налиться Хокаге. Придя туда, они сели и начали разговор. «Мне было так скучно без тебя», – сказала Ханаби. «Мне тоже», – ответил ей Наруто. «Кстати, а где ты был, когда путешествовал и тренировался?» – спросила Ханаби. «Я был во многих местах. Когда я только ушел с деревни, то я побежал сначала в деревню Водоворота, чтобы изучить фуинзюцу клана Узумаки. После этого я пошел искать Джираю и оказался в деревне Горячих Источников». «Ясно. Я так рада, что ты пришел». После этого Наруто приблизился к лицу Ханаби. Она не упустила момента и поцеловала нашего героя. Поцелуй длился около 2 минут. После этого у них кончился воздух, и они прекратили. «Понравилось?» – с ухмылкой сказал Наруто. Да. Краснея как помидор, сказала Ханаби. «Не стесняйся, Ханаби, мы же здесь одни», – сказал Наруто. «Хорошо». После этого они еще поговорили часок и пошли по домам. Наруто, конечно же, проводил ее до дома, а после и сам пошел. Придя домой, он хотел приготовить поесть, как вдруг Курама в голове говорит: «Наруто, ну как?» – спросил Курама. Нормально. Как ты так говоришь?» – удивился Наруто. «Ментальная связь. Ладно, удачи тебе с Ханаби, а я спать. И да, кстати, тебе Шинигами удачу передавал». Передал информацию Курама. Ну что скажу, спасибо. Ухмыляющийся сказал Наруто. После этого Наруто решил уже поесть и приготовил себе яичницу. Поев, он помыл посуду и отправился в душ. Постояв под холодной водой минут 6, он пошел на кровать и заснул. Следующий день. Наруто встал в 6:00. Сделав водные процедуры, он отправился на кухню. Приготовив яичницу с беконом, он начал свою трапезу. Закончив, он помыл посуду и отправился на свой полигон номер 31. Сначала он решил сделать разминку, а именно 35 кругов вокруг полигона, 300 отжиманий, 300 приседаний и 300 на пресс. Сделал он это все за 2 часа, а после этого он отправился домой.
Придя, он, естественно, помылся и пошел перекусить. После того, как он поел, на часах уже было 8:45. Наруто собрался и пошел к Хокаге. Придя, он постучался и, дождавшись ответа «Войдите», вошел. Когда он вошел, то увидел. Правда о родителях и простой день Наруто. Наруто собрался и пошел к Хокаге. Придя, он постучался и, дождавшись ответа «Войдите», вошел. Когда он вошел, то увидел Минато с шишкой на голове и заплаканную Кушину. Флэшбэк. Минато про себя. Сегодня надо все рассказать Кушине, а завтра Наруто. Придя Минато домой, он попросил детей уйти в свои комнаты, а Кушине поставить звуковой барьер. «Что-то очень важное, Минато?» – поинтересовалась Кушина. «Да, помнишь, у нас был первенец. Его мы назвали Наруто», – сказал Минато. «Да, пожалуйста, не напоминай о нем. Мне становится не по себе», – сказала Кушина. «Наруто», – произнес, опустив голову Минато. «Что Наруто?» – чуть ли не крича сказала Кушина. «Он жив», – испуганно сказал Минато. После этих слов Кушина стала в ступор. «Как он жив? Ты же мне сказал, что он умер!» Полукрича произнесла Кушина. «Прости меня, я всем соврал, что он умер. Когда я запечатал Кьюби в Наруто, то у него почему-то покрасились волосы, и от него начала исходить ужасающая чакра». Начал оправдываться Минато. «Как ты мог, Минато?» Плача сказала Кушина. «Он, наверное, страдал из-за того, что он джинчурики», продолжила Кушина. «Прости меня, Кушина». После того, как он это сказал, Кушина взяла свиток и распечатала сковородку, а после ударила со всей силой по голове Минато, что у того появилась большая шишка. Когда все прошло, Кушина сказала: «Пожалуйста, приведи его», плача сказала Кушина. «Хорошо, я его позвал завтра в 9:00. Когда он это сказал, Кушина замолчала. Конец флешбэка. «Что-то случилось, Хокаге-сама?» – спросил Наруто. «Наруто, ты знаешь, кто твои родители?» – спросил Минато. «Да, знаю», – ответил им Наруто. «Прости меня, пожалуйста». Попросил прощения Минато. «За что?» «За то, что ты меня кинул в приют и сказал всем, что я умер. Да мне уже пофиг, у меня теперь есть другой отец», – сказал расслабленно Наруто. «Пожалуйста, прости Кушину, это я во всем виноват, только прости ее», – произнес моля Минато. «Кушину-сан, да я прощаю, а тебя, четвертый, нет». После этого Кушина сказала: «Новый отец? Кто это?» Плача сказала кровавая Хабанера. Это вам знать лучше не стоит. Хотя Минато вон уже догадывается, кто это. Сказал холодно Наруто. «Наруто, пожалуйста, давай ты будешь жить с нами», попросил Минато. «Нет». После этого Кушина уже не выдержала и подбежала к Наруто, а после начала его обнимать. «Мама, ты не виновата, это все Минато. Я тебя давно простил, когда узнал правду». «А кто тебе сказал правду?» – грустно спросил Минато. «Это тоже вам не особо надо знать», – ответил Наруто. «Пожалуйста, Наруто, но дай мне шанс», – просил Минато. «У тебя он когда-то был, но теперь я не собираюсь его давать. Извини», – сказал с повествованием Наруто. «Ясно. Явно расстроенный», – сказал Минато. «Приходи завтра в 12:00 в академию, 301-я аудитория». «Хорошо, Хокаге-сама. А теперь можно мне уходить?» – поинтересовался Наруто. «Да, иди», – ответил ему Минато. «До свидания, Кушина-сан и Хокаге-сама. Пока, Наруто». После этого Наруто исчез в Шуншине. «Какой я отец, сдал в приют первого сына, второго не смог защитить. У нас осталась только дочка», – сказал Минато. «Не говори так, у нас есть Наруто», – пыталась успокоить Минато Кушина. «Но он никогда меня не простит», – обреченно сказал Минато. «Может, когда-нибудь и простит». Тем временем Наруто. Сейчас было 10:07. Узумаки решил пойти в забегаловку Ичираку Рамен. Когда он пришел, то заказал 2 больших рамена со свининой. Поев, он отправился на любимый полигон номер 31. Придя, он начал свою разминку. Сначала бег, потом отжимания, пресс и приседания. Сделал наш герой все это за 2 часа.
На часах было уже 12:07. Он решил пойти домой, чтобы принять душ и поесть. Придя, он, раздевшись, зашел и отправился в душ. Простояв в холодной воде несколько минут, он вышел, вытерся и оделся. После он приготовил еду и начал есть. Когда он доел, на часах уже было 12:48. Наруто решил не заморачиваться и просто пошел на полигон и начал тренироваться. Тренировался он до 18:23. После тренировки он сильно проголодался, поэтому пошел в барбекю. Зайдя и сев на свободное место, он заказал несколько барбекю. Поев, он отправился приглашать Ханаби погулять. Дойдя до дома, он постучался, и оттуда вышла Ханаби. После этого Наруто и Ханаби отправились гулять. Погуляв 2 часа, они разошлись по домам, но Наруто, как джентльмен, проводил ее до дома, а после и сам пошел домой. Придя домой, он пошел в ванну. Помывшись, он вышел и начал готовить ужин. Поев, он помыл посуду и лег спать. Тем временем Менма уже хотел спросить, что нужно делать, но вдруг король пустых говорит: «Менма, для начала я передам тебе мою силу, но ты отключишься на 1 день», – сказал Ярисама. Ярисама-сама, я готов». После этого король пустых начал складывать печати, но когда он складывал печати, то немного добавил туда обманных печатей, и теперь, когда он передаст ему силу и знания, то навсегда он будет слушаться только его. Как только король пустых это сделал, то у Менмы начало изменяться тело. Во-первых, у него волосы с пшеничного покрасились на черный. Во-вторых, у него отросли зубы, ногти и волосы. И в-третьих, у него появилась некая красная аура, но она быстро исчезла. После передачи Ярисама сказал: «Этот глупый мальчишка теперь полностью под моим контролем. Ладно, а теперь мне нужно составить расписание на эти 2 года». И король пустых ушел. Следующая подглава. Новая команда и миссия ранга С. Помывшись, он вышел и пошел готовить ужин. Поев, предварительно помыл посуду и пошел спать. Проснулся Наруто рано утром, а именно в 6:12. Он пошел в ванную и сделал свои водные процедуры. После пошел на кухню и приготовил себе яичницу с беконом. Поев, он собрался на тренировку, ведь время уже было 6:40. Придя на свой любимый полигон номер 31, он начал тренироваться. Тренировался Наруто около 4 часов, а после выдохся и пошел отдыхать. Отдохнув, он решил пойти домой. Придя, он принял душ и пошел есть. Когда он доел, на часах было уже 11:10. Наруто решил немного прогуляться. Погуляв 35 минут, он пошел в академию. Зайдя, на него уставились, но ничего не сказали. Но потом Ирука зашел и всех посадил на свои места, а после начал говорить: «Дети, сегодня будет распределение на команды. В команде будет 3 ученика и 1 джоунин. Всем ясно?» Все ученики, кроме Наруто. «Да!» «Ну тогда слушайте», – сказал Ирука и начал диктовать. Команда номер 1 – бесклановые. Команда номер 2 – бесклановые. Команда номер 3 – Рок Ли, Тен-Тен и Неджи Хьюга. Капитан команды Майта Гай. Команда номер 7 – Наруто Узумаки, Сакура Харуна, Саски Учиха и Айка Намикадзе. Капитаны команды Какаши Хатаки и Кушина Узумаки. Команда номер 8 – Киба Инузука, Ханаби Хьюга и Шина Абурами. Капитан команды Курина Юхи. «Да, в моей команде Ханаби!» – произнес радостно Киба. «Заткнись!» и выпустил свое ки Наруто. «Хорошо», – со страхом сказал Киба. Ханаби про себя: «Почему я с Кибой? Нет». А после Ирука начал дальше объявлять команды. Команда номер 10 – Ина Яманака, Шикамару Нара и Чоджа Кимичи. Капитан Асума Сарутоби. Команда номер 11 – бесклановые. Когда Ирука назвал все команды, джоунин начали забирать свои команды. Последнюю команду забрали номер 7. Их позвали на крышу, чтобы познакомиться. Когда они пришли, Какаши сказал: «Значит так, скажите, что любите и что не любите. Хобби, мечта и цель», – произнес Какаши. «Подайте, пожалуйста, пример, сенсей», – попросила пример Сакура.
Хорошо, я Какаши Хатаки. Что я люблю и не люблю, вас не касается, хобби читать, мечты нет, а цель вам лучше не знать. Привел пример Какаши. Я Кушина Узумаки, люблю свою семью и мало чего не люблю. Хобби готовить, мечты нету, а цель найти моего сына Менмана Микадзе. Фух, ну все вроде. Теперь ты, и показала на Сакуру. Я Сакура Харуна, люблю, посмотрела на Саски, мечта, еще раз на Саски, а ненавижу, наверное, вот его, Наруто. Хорошо, сказал Какаши, а я Саски Учиха, люблю помидоры и мало чего не люблю. Хобби нет, а мечта или цель – это превзойти брата своего. Перечислил Саски. Я Айка Намикадзе, люблю свою семью и мало чего не люблю. Хобби ходить по магазинам, а мечта или цель – найти моего брата Менму Намикадзе, который пропал. Перечислила Айка. Ой, моя очередь, да? Я Наруто Узумаки. Что я люблю или не люблю, это вас не касается. Хобби нету, а мечта или цель – ой, это лучше вам не знать. Вот так вот банально ответил Наруто. Хорошо, завтра в резиденции в 10, сказала Кушина. Все. Хорошо, ответили ей. А теперь свободные. После этого Какаши и Наруто исчезли, а Кушина, Саски, Айка и Сакура остались. Наруто решил пойти на полигон, чтобы потренироваться. Придя, он снял с себя футболку и начал тренировку. Прошло около 4 часов, и он закончил. А время было уже 16:38. После тренировки он пошел домой. Придя, он разделся и отправился в душ. Прошло 4 минуты, и он вышел. Он хотел есть, и поэтому приготовил себе мисо-суп свой любимый. Когда он доел, время уже было 17:01. Наш герой решил позвать погулять Ханаби. Когда Наруто дошел до ее дома, то он постучался, естественно. Дверь открыла сама Ханаби. Она сразу поняла, зачем пришел Наруто, и сказала: «Наруто-кун, ты же меня гулять позвать хочешь?» – спросила Ханаби. «Да», – ответил Наруто. «Хорошо, я сейчас выйду». И она пошла на 2-й этаж. Спустя 4 минуты она вышла в красивом наряде. «Красивый наряд? И сама ты красивая», – краснея сказал Наруто. «Спасибо». «Красная как рак», – сказала Ханаби. «Ладно, пойдем уже?» – спросил Наруто. «Пошли». И они пошли гулять. Прогулка почти никак не отличалась. Сначала они просто погуляли, потом зашли в Ичираку рамен, ну а после на лица Хокаге. Когда все прошло, Наруто проводил ее домой, а после и сам пошел. Когда он пришел, то на часах было уже 20:36. Узумаки решил сделать ночную тренировку. Он отправился на полигон и начал тренировку. Потренировавшись, он пошел домой и зашел в холодный душ. Постояв минуты 2-3, он вышел и отправился спать. Следующий день. Наруто встал не так рано, а именно в 8:06, ведь вчера он делал ночную тренировку до 12 часов ночи. После он отправился в ванну, сделав водные процедуры, отправился на кухню. Потом приготовил завтрак и начал есть, но перед этим сказав «Итадакимас», поев, Наруто решил отправиться на часовую тренировку. Придя на полигон, он, как ни странно, начал свою тренировку. Закончив ее, немного погулял по Канохе и пошел в резиденцию Хокаге. Придя, он увидел Кушину и Какаши, но через 10 минут пришли и остальные. Когда вся команда собралась, 4-й Хокаге сказал: «Значит так, я даю вам миссию ранга D. Она заключается в том, чтобы вы нашли кошку Даймё. Награда 300 рё, а капитанам 350. Хорошо, мы берем эту миссию». После этого команда номер 7 пошла ловить кошку. Поймали они ее за 3 часа и отнесли в резиденцию. Когда они пришли, то увидели хозяйку этой кошки. После этого она посмотрела на команду номер 7 и увидела своего домашнего питомца. Команда номер 7, конечно же, отдала и получила денег. Так прошел первый месяц задания ранга D. Айки и Сакуре уже эти задания надоели, и они начали просить задания выше ранга. «Хорошо, я дам вам миссию ранга С», – сказал Минато. Сакура и Айка: «Ура!» Миссия заключается охранять мостостроителя, пока тот не доделает мост. Тазуна-сан, можете заходить. После этого в кабинет вошел старик, лет 40-50. «Что, эти слабаки будут меня охранять?» – спросил недоумевающий Тазуна. «Вообще-то это сильнейшая команда генинов». «И да, это всего лишь миссия ранга С»,
ответил ему Минато. Ладно, через 25 минут у ворот Канохи. Все кивнули и вышли с кабинета. Наруто решил не заморачиваться и надел броню. Если что, броню он надевал только на задание, а после запечатал в свитке нужные вещи. Прошло 25 минут. У ворот Канохи стоит команда номер 7 и Тазуна. Наруто, зачем ты одел эту дрянь? И почему ты еще не взял вещи? Мы с тобой делиться не будем, произнесла Сакура. Ты совсем охерела? Это броня из самого крепкого и белого металла в мире, а вещи я запечатал в свитке. Если так не умеешь, то пошла нахер. Ответил ей дерзко Наруто. Ладно, пойдемте уже, сказала Кушина, а после про себя. Но откуда у него эта броня? Какаши про себя. Стоп, я его где-то видел. А да, в книге Бинго. Он там под прозвищем Белая Смерть. За его голову дают 58 миллионов рё. Кто же ты, Наруто? После этого они пошли в страну волн. Шли они уже 3 часа, и Наруто, Какаши и Кушина заметили лужу. Они все подумали: дождей уже не было 2 недели. Может, это техника воды? После Наруто это надоело. Он взял 2 куная и кинул в воду, а Сакура сказала: «Наруто, ты совсем дурак, что ли? Зачем Не успела она договорить, как с воды вылетели 2 раненых человека. «Охраняйте массостроителя, я сам с ними разберусь». После этого Какаши переместился за их спины и вырубил. После он взял 2 тела и привязал их к дереву, ну а далее стал ждать, пока те придут в себя. Конец миссии ранга С и новые союзники. После он взял 2 тела и привязал их к дереву, а далее начал ждать, пока те придут в себя. Прошло около 20 минут, и они пришли в себя. Какаши сказал: Так, как я полагаю, братья-демоны, Гоузу и Мэйзу, кто вас нанял и кого вы хотели убить и зачем? Мы ничего не будем говорить, ответил Гоузу. Да, подтвердил Мэйзу. Эх, ну тогда будет по-плохому. После этого Наруто берет в руки кунай и хочет перерезать им горло, но Гоузу говорит: Хорошо, мы все расскажем. Мы подчиненные Мамочи Забузе, ему дали миссию убить массостроителя. Выложил все Гоузу. Кто дал эту миссию? Спросил Какаши. Это был Гато, ответил Мэйзу. Хорошо. После этого Хатаки их вырубил и создал 2 клонов, чтобы те отнесли их к Хокаге, а потом и в тюрьму. Так, Тазуна-сан, вы ничего не хотите нам рассказать? Следом задал вопрос Какаши. Эта миссия минимум ранга Б. Кто-то мог пострадать, добавила Кушина. Простите, что я вас обману. Просто у нас денег нет на оплату сильных шиноби. Меня хотят убить, потому что я строю мост. А если мы его достроим, то бизнес Гато придет конец. Дала объяснение Тазуна. Ясненько, ответила Кушина. Так, ребята, давайте голосование. Будем продолжать миссию, предложил Какаши. Все. Конечно, ответили все. Мы же уже прошли столько, и человеку нужно помочь, сказали генины. Но Сакура сказала это неохотно, потому что ей было страшновато. Ну тогда идемте, сказала Кушина. После этого команда номер 7 и Тазуна пошли дальше. Так они шли, не забывая есть и отдыхать 4 дня. После этого они должны были переплыть реку. Они нашли человека, который поможет им. Зайдя в лодку, они поплыли. Доплыли они за 30 минут. И после этого команду 7 и Тазуну высадили на берег. Когда они вышли, то Тазуна оплатил за помощь, и они пошли дальше. Команда номер 7 и Тазуна шли примерно час, и тут Какаши кричит: «Ложитесь!» И все легли. Когда они это сделали, незнакомец сказал: «Смотрите, кого я вижу, да это же сам Шаринган Какаши, кровавая хабанера и даже белая смерть?» С удивлением сказал незнакомец. Ты, как я вижу, Мамочи Забуза, один из мечников тумана и обладатель Куби Кирибочо. Какаши про себя. Все-таки мои догадки про Наруто были верны. Я, оказывается, популярен. С удивлением сказал Забуза. А кто такая белая смерть? Поинтересовалась Кушина.
Ха-ха, вы не знаете, он прямо тут стоит. Заработал такое прозвище, потому что против него никто не мог сражаться на равных в кендзюцу. А еще он всегда в белой броне и с белым танто, рассказал Забуза. Неужто Наруто? Удивленно повернула голову на Наруто Кушина. Да, я белая смерть, и это, помощник Забуза, выходи, сказал Наруто. Но как? Удивился Хаку. Я хороший сенсор, ответил им Наруто. Наруто, ты белая смерть? Я не думала, что это можешь быть ты, с удивлением сказала кровавая Хабанера. Да ладно вам, а теперь Забуза. Ну, начинай уже, с улыбкой сказал Наруто. Ага. После этого Забуза и Наруто побежали друг на друга и начали бой в кендзюцу. Все-таки это правда, ты очень силен в кендзюцу, подметил Забуза. Ага, а ты что думал? После этих слов Забуза отпрыгнул и начал складывать печати. Суетон, техника водяного дракона! Наруто тоже не стоял в стороне и начал складывать печати. Катон, техника огненного шара! После того, как техники ударились друг об друга, появился туман. «Все-таки ты хорош», — сказал Забуза из тумана. «Ты тоже не промах». И Наруто, взяв кунай, бросил его через туман в Забузу. «О, чуть не попался», — подметил Забуза. Когда он это сказал, Наруто уже стоял позади спины Забузы и подставил свое белое танто к его горлу. «Я выиграл», — сказал спокойно Наруто. «Но как?» — удивился демон тумана. «Это кунай, были отвлекающий маневр», — рассказал все Наруто. «Ясно, ну тогда убей меня», — с безразличием сказал Забуза. «Забуза, а хочешь ли ты начать новую жизнь в Конохе?» Вот так просто предложил Наруто Забузе. Я не думаю, что такое вообще возможно», — сказал обреченно Забуза. «Ну, я могу как бы поговорить с Хокаге, чтобы ты и твой друг жили в Конохе. И свидетели у меня есть, можно как-нибудь обыграть все дело», — начал предлагать свою помощь Наруто. «Но зачем тебе это, малой?» — спросил с непониманием Забуза. «Да я знаю, как вам трудно живется. Вы берете миссии и за счет них выживаете», — с пониманием сказал Наруто. «Мне интересно твое предложение, Наруто. Давай попробуем сделать, как ты говоришь», — сказал с согласием Забуза. «Ну и отлично, а теперь пойдем, надо все рассказать им». После этого Забуза и Наруто вышли из тумана и начали рассказывать. Какаши-сенсей и Кушина-сенсей, Забуза пойдет с нами в Коноху. Они хотят начать жизнь с чистого листа. Стал объяснять всем Наруто. Но не успел он договорить, как Наруто сказал: Какаши-сенсей, подумайте хорошо, не каждый день предоставляется возможность начать жизнь с нового листа и с хорошей историей. Какаши, послушай его. Мне кажется, все-таки можно дать шанс. Ведь они наемники, у которых жизнь обречена. Если они готовы исправиться, то почему бы не дать им шанс? Поддержала Узумаки Кушина. Хорошо, пойдемте уже, сказал Какаши. А, стоп, куда мы пойдем? Спросила Кушина. «Не волнуйтесь, идем за мной», — сказал Тазуна. После этого они пошли за Тазуной. Шли они минут 40 и дошли до дома. А после этого Тазуна постучался, и оттуда вышла девушка лет 29. «Привет, папа. Это же помощь от Конохи последовал за тобой», — сказала Цунами. «Да», — ответил Тазуна. «Тазуна-сан, вообще-то тут не только Коноха. Еще тут есть Забуза из Кровавого Тумана и его друг Хакуюки. Они сначала были отступниками, но мне удалось их переубедить», — сказал Наруто. «Ясно. Хорошо, проходите. И идите на второй этаж, и там будут две комнаты. Одна комната для девочек, а вторая для мальчиков», — сказала Цунами. «Хорошо», — сказали Какаши и Кушина. После этого все пошли на второй этаж. Они поделили комнату, как и сказала Цунами. Одна комната для девочек, а вторая для мальчиков. Разложив все вещи, они направились на кухню. Как раз там готовила кушать Цунами. Приготовив, она всех позвала за стол. Все разговаривали и рассказывали интересные истории. И Нари, так звали мальчика, это надоело, и он начал плакать, а после закричал: «Вас все равно убьет Гата! Можете не стараться!»
плача сказал мальчик и убежал в свою комнату. Чего он вдруг? Мы что-то не то сказали? Удивился Наруто. Я вам расскажу одну историю, сказал Тазуна. В этой истории идет все по канону, поэтому рассказывать не буду. Тазуна рассказал историю. Бедный мальчик, сказала Кушина. Я сейчас пойду и поговорю с ним, сказал Наруто. А после этого Наруто пошел в ту комнату, куда зашел мальчик. Когда он зашел, то увидел рыдающего Инари и сказал: Инари, не плачь. Почему же это? Гата убил моего папу, сказал Инари. Плачут только девочки. Ха, у меня никого не было. У тебя есть мама, которая о тебе заботится. Еще есть дедушка, любящий тебя. Я много тренировался и нашел себе близких людей. Твой папа хотел, чтобы ты не плакал, сказал Наруто. Прости меня, Наруто, так же тебя зовут. Я тоже стану сильнее и защищу своих близких. Ты, наверное, прав. Папа не хотел бы, чтобы я плакал. Спасибо тебе, Наруто, сказал плачущий Инари. Да не за что. А теперь я пошел. И после этого Наруто вышел с комнаты. Ну как, Наруто, успокоил его? Спросила Айка. Да, теперь он больше никогда не будет плакать. Он мне обещал, ответил ей Наруто. Спасибо, Наруто, поблагодарила Цунами. Да не за что. А после этого он сел за стол и начал разговаривать. Когда все закончили, то они пошли спать. Наступило следующее утро. Все встали, умылись, поели и пошли помогать Тазуне с постройкой моста. Придя, Наруто создал 40 клонов, и они начали помогать. Такими темпами прошло 4 дня. Настал 5-й день. Он ничем не отличался, но вдруг приходит Гата со своими бандитами и наемниками. Ха, еще называл себя демоном тумана. За то, что ты не выполнил задание, я не буду платить, а наоборот, вас всех убью, разорался Гата. Не дождешься, Гата, сказал Забуза, и после этого он взял свой меч и побежал на них. Все, кроме Наруто, Какаши и Кушины, смотрели с ужасом, ведь сейчас на их глазах убивают людей. Забуза, как и в каноне, убивает их, но ему еще помогает Хаку. Когда остался только Гата, он начал плакать и говорить: «Пожалуйста, не надо, я вам дам денег, сколько захотите», молил о пощаде Гата. Да никому твои деньги не нужны. И после этих слов Забуза отрубает ему голову. Фух, было трудно, но мы с Хаку справились, сказал улыбающийся Забуза, хотя под маской этого не было видно. Ого, Забуза-сэмпай, а вы молодец. А теперь давайте достроим мост и будем отправляться обратно в Коноху, поблагодарил Наруто и призвал достраивать мост. Да, сказали Забуза, Кушина и Какаши одновременно и начали помогать. Достроили они ко дню. Попрощавшись, они побежали по верхним путям в Коноху. Добежали они за 1 день, не забыв отдохнуть и поесть. Придя, их пропустили через ворота, но сначала они не хотели пускать, потому что с ними был Мечник Тумана. Но после рассказа Наруто их пропустили, и они отправились напрямую в резиденцию Хокаге. Новый ранг и свободный призыв. Придя, их пропустили через ворота, но сначала они не хотели их пускать, ведь перед ними был Мечник Тумана и его напарник. Но после рассказа Наруто их пропустили. Они отправились к Хокаге. Придя в резиденцию, Какаши постучался и, услышав «Войдите», они вошли. А перед этим Наруто сказал подождать Забузи и Хаку в коридоре. Когда они вошли, Кушина и Какаши начали отчет о миссии. Хокаге-сама и Какаши с Кушиной начали рассказывать, что случилось на миссии. «Ясно», – ответил Минато. «Тогда свободны», и после этого все ушли. Но Наруто остался и сказал: «Заходите, Забуза, Хаку», – сказал Наруто, и те зашли. Хокаге поднапрягся, но Наруто продолжил. «Хокаге-сама, я бы хотел, чтобы они стали шиноби Конохи». «С чего это?» – недоверяюще сказал Минато. «Они хотят начать жизнь с чистого листа в этой деревне». «Почему?» – спросите вы. «Да потому что они зарабатывали, убивая других. И им не очень нравится это занятие. Поэтому прошу, пусть они станут ниндзя и дайте им звание». «Хорошо, я доверюсь вам.
И поэтому я, Йондайме деревни, скрытой в листве, даю тебе Забуза звание Джоунина, а тебе, Хаку, Чунина. Я наслышан о вас. Еще, так как вы сюда пришли, вам нужно жилье. Анбу сопроводят вас к временному жилищу. Вот вам немного денег на проживание, пока вы не начнете выполнять миссии. Улыбающийся сказал 4-й Хокаге. Спасибо, Хокаге-сама. Мы у вас в долгу. Одновременно сказали Забуза и Хаку. После этого взяли ключи. Не за что. А теперь свободны, сказал Минато, и они ушли, кроме Наруто. Наруто, что-то случилось? Сказал непонимающий Минато. Да, Хокаге-сама, я хочу сдать экзамен на Джоунина и уйти с подругой в свободный призыв, сказал Наруто. Про экзамен не волнуйся, ведь ты одолел 3 Анбу, Канохи. Еще я даю тебе разрешение уйти с деревни, сказал Минато. Спасибо. Радостно и улыбающийся во все 32 сказал Наруто. Ну тогда, я, 4-й Хокаге деревни, скрытой в листве, даю тебе звание Джоунина. Поэтому приходи завтра и выдадим тебе жилет. А после можешь уйти, сказал Минато. Ну тогда, до свидания, Хокаге-сама, сказал Наруто и исчез в Шуншине. Эх, Наруто, как же я горд за тебя, сказал про себя Минато. Наруто решил сегодня не тренироваться, а пойти и попросить отца Ханаби, чтобы она пошла с нашим героем в свободный призыв. Придя, Наруто постучался в дверь, и там как раз открыл ее отец. И он сказал: «О, это ты, Наруто? Какими судьбами?» – спросил Хиаши. Ну, в общем, я завтра становлюсь Джоунином, и хотел бы, чтобы Ханаби и я отправились в свободный призыв. Улыбающийся во все 32 сказал Наруто. Ого, в таком возрасте стать Джоунином? Ну, хотя я не удивлен. Насчет свободного призыва я согласен. Но обещай, что будешь охранять Ханаби. Удивился и попросил Хиаши о том, чтобы тот охранял Ханаби. Спасибо, обещаю, я буду охранять Ханаби даже ценой своей жизни, обещающе сказал Наруто. Хорошо, сказал Хиаши. А, и еще. Ханаби дома? Вопросительно задал вопрос Наруто. Нет, она сейчас на миссии, ответил на вопрос Хиаши. Хорошо, я завтра зайду за ней, сказал Наруто. Угу, сказал Хиаши, и после этого Наруто ушел, а Хиаши закрыл дверь. Наруто было скучно, ведь Ханаби нету. А тренироваться не хочется, но он нашел способ избавиться от скуки. Он пошел домой и сел на кровать в удобную позу и зашел в подсознание. Когда он это сделал, то начал говорить. «Привет, отец!» «Привет, Курама!» – радостно поприветствовал Наруто. «И тебе привет!» – сказали Курама и Шинигами. «Как у вас дела?» «Да вот, скучаем», – сказал Шинигами. «Ясно, а у тебя, Ку?» – спросил Наруто. «То же самое, как у Шинигами», – ответил Курама. Понятно. А как вы думаете, в какой призыв я попаду? Спросил Наруто. Ну, даже не знаем, ответил Курама и бог смерти. Так они беседовали до ночи, пока Наруто не вышел. Выйдя из подсознания, Наруто проголодался и решил опять же не заморачиваться и приготовил себе обычную яичницу. Поев, он посмотрел на время, и там уже было 21:37. Узумаки пошел в ванну и начал мыться. После этого он оделся и пошел спать. Наступил следующий день. Наруто встал опять рано утром. После этого он пошел в ванну и начал делать водные процедуры. Сделав, он отправился на кухню, чтобы покушать. Придя, он приготовил яичницу с беконом и поел. Закончив, он оделся и пошел к Хокаге за своим жилетом. Придя, он постучался и, услышав разрешение, вошел. «Здравствуйте, Хокаге-сама. Вы просили меня прийти, чтобы получить жилет Джоунина», – сказал Наруто. «Да», и взял жилет со стола. А после вручил его Наруто. «Спасибо, Хокаге-сама», – радостно сказал Наруто. «Теперь можно идти?» «Да, но можно я скажу одно?» – умоляюще сказал Минато. «Валяйте», – безэмоционально произнес Наруто. «Наруто, пожалуйста, дай мне шанс», – грустно и умоляюще сказал Минато. «Может, когда я вернусь со свободного призыва, я прощу тебя», – опять же безэмоционально произнес, отворачиваясь Наруто. «Я буду надеяться. Ну а теперь свободен», – сказал Минато, и Наруто, взяв жилет, вышел из кабинета. Наруто был сегодня радостным, ведь он без проблем стал Джоунином. И еще дали разрешение пойти в свободный призыв с Ханаби. Он, подумав немного, и решил, что надо уже идти за Ханаби, чтобы отправляться с ней в свободный призыв. Придя в квартал Хьюг и дойдя до ее дома, Наруто постучался. «О, Наруто, вижу, ты уже получил свой жилет», – радостно сказал Хиаши. «Ага, кстати,
А Ханаби уже дома? Задал вопрос Наруто. Да, и я ее предупредил про свободный призыв, ответил на вопрос Хиаши. Спасибо вам. А не могли бы вы ее позвать? Сказал вопросительно Наруто. Да, конечно, ответил Хиаши и пошел на второй этаж. Ну а после постучался в комнату к ней. Привет, папа. Что-то хотел? Задала вопрос Ханаби. Да, помнишь, что я тебе вчера говорил? Ответил и задал вопрос Хиаши. Ну да, ты говорил, что мы с Наруто пойдем в субботний призыв. Ответила Ханаби. Ага, а теперь собирайся, и тебя внизу ждет Наруто, сказал Хиаши. Хорошо, радостно сказала Ханаби и ушла собираться спустя 7 минут. Я готова, Наруто-кун, еще радостней сказала Ханаби. Ну тогда иди за мной, улыбающийся сказал Наруто. Удачи вам, тоже улыбаясь, сказал Хиаши. Спасибо, Хиаши-сан, сказал Наруто, и после этого они пошли на полигон 31. Когда они пришли, Наруто сказал: так, Ханаби, положи руку на мое плечо и жди. Хорошо. И она положила, а Наруто начал складывать печати: кабан, собака, птица, обезьяна, баран. После этого они появились в другом месте, и незнакомец начал говорить. Вы кто? И как сюда попали? Я Наруто Узумаки, а она Ханаби Хьюга, моя девушка, ответил Наруто. Ясно. А как вы сюда попали? Задал вопрос неизвестный. Я сложил печати свободного призыва. Ответил на вопрос Наруто. Ну понятно. Тогда идемте за мной, произнес незнакомец. Стоп, а можете представиться? Задал вопрос Наруто. Хорошо, я Феникс, а мое имя Фарикл. Ответил на вопрос Феникс. Круто, а можно с вами подписать контракт? Спросили Ханаби и Наруто в унисон. Ну конечно, а теперь идемте уже к нашему королю, сказал Фарикл. Хорошо, сказали одновременно Наруто и Ханаби заинтересованно. После этого они пошли за Фариклом. Шли они недолго, а когда дошли, то увидели большого Феникса. Когда это случилось, Фарикл начал говорить. Здравствуйте, Кайса-сама, поздоровался Фарикл. Здравствуй, какими судьбами? И кто эти людишки? Задал вопрос Кайсо. Эти люди попали к нам с помощью свободного призыва, и они хотят подписать контракт с нами, ответил Фарикл. Я не против, ведь давно к нам не приходили люди, ухмыляющийся сказал король. Отлично, радостно крикнули в унисон Наруто и Ханаби. Ну тогда, сейчас я дам вам свиток, и вы подпишете кровью свое имя, и поставите отпечаток, сказал Фарикл. Хорошо, ответили Наруто и Ханаби. После этого Фарикл взял свой свиток и отдал им. Спустя 2 минуты они подписали. Так, ребятишки, вы должны будете у нас остаться на 3 года, сказал Кайса. Но у нас нету столько времени, ответил Наруто. Не бойтесь, у нас время течет по-другому. 3 года здесь – это 3 месяца в вашем мире, улыбнувшись, сказал Кайса. Ну тогда мы согласны, радостно сказали Ханаби и Наруто. Отлично. Еще, Фарикл, можешь обучить их за это время нашему сэнзюцу и стилю боя? Хорошо, Кайса-сама, гордо сказал Фарикл. После этого Наруто, Ханаби и Фарикл отправились на местный полигон. Придя, Фарикл начал давать указания. Для начала вам нужно сесть в позу лотоса и пытаться ощутить природную энергию, сказал указание Фарикл. Есть, Фарикл-сенсей, одновременно сказали Наруто и Ханаби. После начали выполнять указания от Фарикла. Прошло 3 года. Наруто и Ханаби смогли изучить и входить в режим Феникса за считанные секунды. Еще они изучили отличный стиль Фениксов. Сегодня наша парочка должны были уходить, но перед этим их позвали к королю. Когда они пришли, начался разговор. «Вы звали Кайса-сама?» – спросил Наруто. «Да, сегодня, ведь вы должны уходить, и поэтому я хочу подарить вам 2 подарки», – улыбнувшись, сказал Кайса. «Какие еще подарки?» – не понимая, спросила Ханаби. «Я хочу вам подарить по 1 танто из огненного металла». «Вау!» – сказали восхищенно Наруто и Ханаби. «Но это танто непросто, как вы поняли. Его почти невозможно сломать, и он очень заостренный. А если вы еще и проведете огонь, то этот меч заострится в 10 раз», – сказал Кайса.
Офигеть! Только и могли сказать Наруто и Ханаби. После этого Кайса дал им танто. Спасибо, мы, наверное, уже пойдем обратно, сказал Наруто. «Идите, не забывайте к нам заглядывать», – сказал Кайса. «Конечно будем», – сказала Ханаби, и они с Наруто начали складывать печати. Сложив печати до конца, они появились на том же месте, откуда и исчезли. Сначала они пошли в резиденцию Хокаге, чтобы доложить, что они вернулись. Дойдя, они постучались и зашли. «Хокаге-сама, мы вернулись», – сказал Наруто. «Наруто? Это ты? Это, как я полагаю, Ханаби Хьюга», – радостно и удивленно сказал Минато. «Да, я Ханаби Хьюга», – улыбающийся во все 32, сказала Ханаби. «Ясно, но почему вы выглядите как 16-летние?» – недоумевающе спросил Минато. «А, вы про это? Ну, просто в мире призыва 3 года – это 3 месяца здесь», – сказал Наруто. «Ого, значит, вам нужно поменять документы, но я сам этим займусь», – сказал Минато. «Спасибо, Хокаге-сама», – ответила Ханаби. «Да не за что, а теперь свободны», – сказал Минато, и Наруто с Ханаби ушли из кабинета. Ханаби решила пойти домой. Наруто, конечно же, пошел ее провожать. Постучавшись, оттуда вышел Хиаши, и он начал говорить. «Ханаби? Наруто? Это вы? Я так рад, что вы пришли», – радостно сказал Хиаши. «Да, это мы», – почесывая голову, сказал Наруто. «Тогда заходите и садитесь за стол», – сказал Хиаши. После этого наша парочка зашла домой. Помыв руки, сели за стол. К ним присоединилась Хината, и они начали разговаривать. Доев, Наруто поблагодарил и пошел домой. Придя домой, он помылся и лег спать. Следующий день. Наруто встал рано утром. Сделав водные процедуры, приготовил себе поесть. Закончив, он пошел на полигон и потренировался. Для начала разминка, после медитация. Сделал он это все за 5 часов, ну а после пошел к Хокаге. Дойдя, постучался и вошел. «А, это ты, Наруто? Я, если что, уже изменил возраст в ваших документах», – сказал сонно Минато. «Спасибо», – сказал Наруто. «Кстати, Наруто, не хочешь ли ты спарринг, чтобы я смог посмотреть, насколько ты стал силен?» – спросил Минато. «Я не против, и так делать нечего», – сказал Наруто. «Ну тогда, через 15 минут на полигоне номер 31», – сказал Минато. «Хорошо», и после этого Наруто вышел из кабинета и пошел на полигон. Спустя 15 минут. Наруто стоял против 3 джоунинов и Хокаге. Это были Итачи Учиха, Ямато, Какаши и сам 4-й Хокаге. «Так, Наруто, ты должен будешь сразиться против нас, но мы будем сражаться в полсилы», – сказал Минато. «Ну окей, можете в принципе не сдерживаться», – сказал улыбающийся Наруто. «Ну тогда 1, 2, 3, начали!» И все побежали на Наруто, а Минато начал кидать по всему полигону кунаи с печатью бога грома. После этого он стал телепортироваться по кунаям и атаковать Наруто. В ту же очередь Наруто с легкостью отбивал все удары. Какаши отпрыгнул и, сложив печати, произнес: «Катун! Техника огненного шара!» И на Наруто полетел огненный шар средних размеров. А наш герой, конечно же, не растерялся и тоже сложил печати. «Сутон! Техника водного дракона!» И после столкновения техниками на полигоне появился туман. Какаши сразу поднял протектор и показал всем свой 3-томойный шаринган. Итачи же тоже активировал свой шаринган. А Ямато ничего не оставалось, и он взял кунай в руки и стал ждать атаки Наруто. А сам Наруто с помощью сенсорики Курамы смог узнать местоположение их 4. Он понял, что сейчас желательно напасть на Ямато, и после этого Наруто взял свое танто и бесшумно подбежал к спине Ямато и подложил к горлу свое танто. «И я сдаюсь», – не понимающий, как он бесшумно подошел к спине, сказал Ямато. -1. И, сложив печати, выкрикнул: «Футон! Порыв!» После этого весь туман рассеялся, и все увидели Наруто, который держал свое танто у горла Ямато. «Ого, Наруто, а ты молодец», – сказал восхищенно Минато. «Ладно, а теперь продолжим», – сказал Наруто и побежал на них, не забыв взять в руки танто. «Осторожно, он очень быстрый», – потея, сказал Итачи. «Хорошо, будем знать», –
В унисон сказали ученик и учитель. Тем временем Наруто уже подбежал и начал биться с ними в кендзюцу. И как говорилось, он очень быстр. Конечно же, они поняли, что в кендзюцу они проиграют, и отпрыгнули. Итачи, не успев сложить печати, был уже впечатан в дереве и произнес: «Ты быстр все-таки. Если смог меня впечатать в дерево, даже Шаринган ничего не увидел», — сказал восхищенный Итачи. «Ух, минус еще один. Остались только вы», — спокойно сказал Наруто. После этого он понесся на них. Минато понял, что сейчас надо использовать полет бога грома второго уровня, поэтому он кинул кунай в Наруто и, дождавшись, пока тот уклонится, создал Расенган и, телепортировавшись, ударил им по Наруто. Минато уже подумал, что выиграл, но у судьбы другие планы. Это оказался клон, а настоящий уже стоял позади Минато и опять же подставил свое танто к горлу Минато и крикнул: «Я победил вас, да!» — сказал радостно Наруто. «Ага, а теперь остался только Какаши. Гордо за сына», — сказал Минато. «Я сдаюсь», — ответил спокойно Какаши. «Да», — произнес Наруто. «Просто сражаться с тобой дальше нет смысла, а ты бы меня победил одного», — сказал Какаши. «Спасибо вам. А теперь я могу идти?» — спросил Наруто. «Да, вы все свободны, молодцы», — сказал Минато и исчез в желтой вспышке. Наруто тоже не терял времени и ушел к себе домой. Собрание 5 Каге и альянс Шиноби. Придя домой, Наруто помылся и лег спать. Следующий день. Наруто встал и сделал все, что делает утром. После этого он пошел к Хокаге, чтобы взять миссию. Придя, он постучался и зашел. «Хокаге-сама, можно взять миссию?» – спросил Наруто. «Нет», – ответил Минато. «Но почему Хокаге-сама?» – недоуменно спросил Наруто. «Помнишь, что сказал Шинигами?» – спросил Минато. «Да», – ответил Наруто. «Ты и Какаши будете сопровождать меня на собрание 5 Каге», – сказал Минато. «О, отлично! А когда выдвигаемся?» – немного радостно спросил Наруто. «Через 2 часа у ворот Канохи. И еще, предупреди Какаши», – сказал и попросил Минато. «Ага», – сказал Наруто. После этого Наруто вышел и пошел предупреждать Какаши. Дойдя до дома, он постучался, и оттуда вышел Какаши. «О, Наруто? Что-то серьезное?» – спросил непонимающий Какаши. «Да, через 2 часа у ворот Канохи», – сказал четко Наруто. «Но зачем?» – все еще непонимающе спросил Какаши. «Мы должны будем сопровождать Хокаге на собрании 5 Каге». «А, мог бы и раньше сказать», – сказал немного злясь Какаши. «Да ладно тебе. Ну, если ты согласился, то я пошел», – сказал Наруто, усмехающийся. После этого Наруто ушел к себе домой. Придя, он начал запечатывать нужные вещи. Запечатав, он надел свою броню и пошел гулять. Погуляв 1,5 часа, он подошел к воротам, ведь уже почти прошло 2 часа. Придя, он увидел Минато и Какаши. Они поздоровались и пошли в страну железа. Шли они около 6 дней. На пути на них нападали разбойники, думая, что те слабые, но когда они замечали Хокаге, то начинали дрожать и просить о пощаде. Когда они пришли, то увидели всех 4 Каге. Первым начал Рейкаге. «Хокаге, зачем вызывал совет 5 Каге?» «Значит так. Сам Шинигами мне сказал, чтобы всех предупредить о надвигающейся войне», – сказал Минато. После этого все засмеялись, и Сучикаге сказал: «Ха-ха-ха, Хокаге, ты случайно голову не ударялся? Если это правда, то докажи нам», – сказала Мизукаге. «Сейчас я вам все докажу», – сказал Наруто и начал складывать печати для техники призыва. После того, как Наруто сложил все печати, он откусил палец и стукнул рукой по земле. «Наруто, зачем вызывал?» – задал вопрос Шинигами. «Помнишь про собрание 5 Каге? Значит так, они попросту не верят Хокаге», – ответил Наруто. «Шинигами? Не может быть! Нет, не может быть, это просто иллюзия!» – сказал Рейкаге. После этого все, кроме Хокаге, Какаши и Наруто, сказали «Кай», но Шинигами не исчез. «Не может быть! Это и вправду настоящий бог смерти», – сказали со страхом 4 Каге. «Значит так, Рейкаге, Хокаге, Мизукаге,
Цучикаге и Кадзикаге, вы должны будете тренировать всех своих шиноби, ведь через 2 года на землю нападут. И да, Хокаге, я знаю, кто похитил твоего сына, сказал, выпуская свое ки Шинигами. Хорошо, Шинигами-сама, сказали все 5 Каге. Шинигами, скажи, пожалуйста, кто украл моего сына? Спросил грустно Минато. Это был пустой, с кровью Шинигами, сказал Шинигами. Но зачем они похитили его? Непонимающе спросил Минато. Я сам толком не знаю, но могу предположить, что король пустых его будет тренировать, чтобы тот уничтожил нашу планету. Ответил Шинигами. После этих слов у Минато покатились слезы. Хокаге-сама, не плачьте, я смогу победить вашего сына, а после вы сами с ним разберетесь, сказал обезнадеживающе Наруто. Спасибо тебе, Наруто, сказал Минато. Значит так, все вы Каге должны будете, как и говорил Шинигами, натренировать наших шиноби. После того, как пройдет 2 года, мы должны будем создать альянс, чтобы мы смогли выиграть армию короля пустых, а я буду сражаться с главным, а именно на данный момент Менмой, сказал свою речь Наруто. Пацан, в целом ты прав, сказал Цучикаге. После этого все, кто находился в кабинете, кивнули. Когда закончилось собрание, все ушли в свои деревни. Наруто, Какаши и Минато дошли до Канохи за 6 дней. Их сразу же пропустили. Хокаге пошел в свой кабинет, Какаши к своей команде, а Наруто домой. Когда Какаши дошел, то на него сразу повалились вопросы от его команды. Какаши-сенсей, где вы были? Спросил Саски. Вам знать не обязательно, сказал Хатаки. Хорошо, но где Наруто? Спросила Ханаби. Ее поставили вместо Менмы, а вместо Ханаби поставили Учиху. Ах да, Ханаби, ты же знаешь, что Наруто стал Джоунином, сказал Какаши. Джоунином? Переспросил Саски. Да, и поэтому мы должны будем пойти к Хокаге, он даст нам товарища вместо Наруто. Хорошо, Какаши-сенсей, сказали Саски и Ханаби. После этого они отправились к Хокаге. Когда они пришли, то Хокаге сразу понял зачем. Какаши, как я полагаю, вы пришли за товарищем вместо Наруто? Спросил Минато. Да, ответил Какаши. Хорошо, Сай, входи. И после этих слов в кабинет зашел мальчик. Хокаге-сама, можно нам миссию? Спросил Какаши у Хокаге. Да, вот вам, кстати, миссия, ранга С. Устранить бандитов в деревушке. Эта деревня находится на севере от Канохи, сказал Минато. Хай, Хокаге-сама. И команда номер 7 вышла. Тем временем Наруто. Наруто пришел домой и искупался. Далее он пошел есть. После этого он пошел на кровать и сел в удобную позу, а далее зашел в свое подсознание. Наруто, ты должен будешь объединить 3 режима в один. После этого ты будешь тренироваться и улучшать техники, сказал Шинигами. Хорошо, отец. Простите меня, если я к вам редко захожу. Просто у меня много дел, сказал Наруто. Ничего, Наруто, мы тебя понимаем, сказал Курама. Спасибо, сказал Наруто, и они начали разговаривать до ночи. После этого Наруто вышел из подсознания, а далее заснул. Следующий день. Наруто встал и сделал то, что делает утром. Сделав, он ушел на тренировку. Придя, он начал думать, как же объединить 3 режима. Подумав минут 15, он решил попробовать. Создав 2 клона, они начали собирать природную энергию. Первый клон собирает для режима Шинигами, а второй для режима Феникса. Оригинал же ждет, пока включат режим Курамы. Прошло около минуты, и они собрали нужное количество. После этого оригинал включил режим Курамы и развеял 2 клонов. Когда это случилось, то у него отросли рожки, появились крылья и покрылся он желтой чакрой с черными татуировками. Наруто почувствовал настолько большой прилив, что он ломал землю, когда ходил. Он решил надеть маску Шинигами. Распечатав, он надел ее, и теперь каждый шаг вызывал землетрясение. Наруто, конечно же, шокировал такой результат, и он вышел из этого режима. После того, как он это сделал, то он упал без сознания. Пролежав 2 часа, он встал и увидел овраги на земле. Он, конечно же, начал вспоминать, что же случилось, и он был еще в шоке от такой силы. После всего этого он болезненно встал и ушел еле-еле к себе домой. Придя, он просто упал на кровать и оказался в своем подсознании. Там Шинигами начал кричать: «Наруто, дурак! Если бы не Курама и я, то ты бы погиб!»
зачем ты так долго находился в этом режиме? Спросил обеспокоенный Шинигами. Прости, отец. И не думал, что так все далеко зайдет, сказал Наруто. Больше так не делай. Значит так. Ты будешь пытаться увеличить время в этом режиме, и еще не забудь придумать ему название, сказал успокоившийся Шинигами. Хорошо, отец, я постараюсь по максимуму. Я думаю дать ему название «Режим Лисьего Божественного Феникса», сказал радостный Наруто. Буду надеяться. Кстати, отличное название я выбрал, похвалил Шинигами Наруто. Ага, спасибо. Кстати, Курама, можешь рассказать, кто тебя создал? Сказал немного сонно Наруто. Ну хорошо, тогда слушай. 1000 лет назад мой отец Хагарома Оцуцуки, или же Мудрец Шести Путей, и его брат Хамура Оцуцуки запечатали свою мать Кагуя Оцуцуки. После этого мой отец запечатал в себя Джуби, или же Десятихвостого. Когда ему оставалось совсем немного, он разделил Джуби на 9 частей и дал нам имена, а именно: Однохвостого Шукаку, Двуххвостого Мататаби, Треххвостого Исобу, Четыреххвостого Сонгоку, Пятихвостого Коко, Шестихвостого Сайкен, Семихвостого Чоумэй, Восьмихвостого Гьюки, ну и я, Девятихвостый Курама. Но почему ты назвал мне их имена? Непонимающе спросил Наруто. Я верю, что ты достоин их знать, сказал Курама. Ясно. Ну тогда я, наверное, пойду, сказал Наруто и вышел из подсознания. Мысли Курамы. Отец, я смог его найти. Прошло 2 года. Вот и прошли эти 2 года. Наруто усердно тренировался и смог входить в новый режим за 20 секунд, а в нем он мог быть всего лишь 7 минут. После этого он отключился. Сегодня 5 Каги собрали альянс. В нем насчитывалось более 55 тысяч шиноби. Всего было 5 капитанов армии, а именно 5 Каги. Наруто не был ни в каком отряде, ведь он будет сражаться 1 на 1 с Менмой, или же его уже можно назвать принцем пустых. Следующая подглава: неожиданная помощь и война. Сегодня должна начаться война, и все шиноби в мире это знали. Поэтому они не оскорбляли и не сражались друг с другом, а наоборот, желали удачи, чтобы не погибли на войне. Всего было 5 отрядов и 1 штаб. В штабе были Шикаку Нара, Инаичи Яманака и другие. Шикаку стратег и продумывает все ходы битвы, а Инаичи передает эти стратегии Шикаку. Все Каги сказали одно указание – не убегать от врага. После этого вся армия согласилась. Когда все замолчали, вся армия и Каги побежали на врага. Все шиноби столкнулись с огромнейшей армией врага. Они побежали друг на друга и начали убивать. Потери шиноби были велики, а врагов наоборот все прибавлялось и прибавлялось. И тогда пришел Наруто. «Все вы должны отступить!» – крикнул очень громко Наруто. После этого все шиноби начали отходить от врага, а Наруто, взяв свое танто и надев маску Шинигами, побежал на пустых. Пустые тоже не стояли в стороне и побежали на Наруто. Наш герой начал всех крошить, но его смогли задеть несколько раз, но из-за регенерации у Наруто все восстанавливалось. Нашему герою это немного надоело, и он отпрыгнул и сложил печати, техника дыхания белого дракона. После этого на пустых направилась огромнейшая аура струи белого пламени. Эта техника смогла убить 312 пустых. Наруто подумал, что такими темпами он может выиграть, но как же он ошибался. Пустых становилось все больше и больше. Когда Каги это увидели, они тоже побежали и начали помогать Наруто. Узумаки решил использовать режим Шинигами, и создав клона, он начал собирать природную энергию, а оригинал охранял клона и убивал пустых. Когда клон собрал достаточно природной энергии, Наруто развеял его. После этого у него отросли 2 рога на голове, появилось кимоно, и танто стало больше, размером в целую катану.
Наруто начал улыбаться и побежал на пустых, а далее стал их кромсать. Альянс шиноби смотрел и охреневал, но после этого они решили помочь, и все шиноби начали складывать печати и использовать свои сильнейшие техники. Такими темпами они смогли одолеть 7000 пустых, но их все равно примерно оставалось 66 тысяч. Альянс тоже потерял шиноби, и их теперь не 55 тысяч, как изначально, а 52 тысячи. Наруто уже разогрелся и просто стал убивать всех своим танто и закидывал стихийными техниками. Все 5 Каги уже были на пределе, ведь они уже сражаются, используя все силы часа 2. Наруто это заметил и поэтому, создав 4 клона, начал складывать печати, а после произнес: «Барьер 4 багровых огней». И все Каги с Альянсом были помещены туда. Теперь Наруто не стал сдерживаться и активировал режим Лисьего Божественного Феникса. После этого побежал на пустых и начал просто их всех продолжать кромсать подчистую. Такими темпами прошло 5 минут и было убито половина пустых. Наруто уже не мог драться и отключил режим, а далее упал на колени. Пустые это заметили и уже хотели убить его, как вдруг перед ним появляется 10 человек с черными плащами и красными облаками. Это были Хидан, Какузу, Тоби, Конан, Пейн, Сасори, Дейдара, Кесами и Орочимару. «Фух, мы не опоздали», — сказал Орочимару. «Ага, блин. Смотрите, сколько их там, блин. Офигенно. Я всех им отдам Джашину Саме», — сказал Хидан. «Заткнись, Хидан», — сказал Какузу. «Зачем? Вы пришли на помощь к нам?» – непонимающе спросил Наруто. «Мы поняли, что мир в иллюзии бессмысленный, и поэтому мы хотим защитить этот мир», – произнес Тоби. «Да», – подхватил его Пейн. И после этого все Акацки побежали на пустых. Сасори использовал технику 100 кукол. Пейн вызвал свои 6 тел. Тоби активировал Мангёку Шаринган, и они начали кромсать пустых. Так они убили 6000, но они были ранены. Кесами разозлился и использовал свою самую сильную технику, а именно 1000 акул-людоедов, и на пустых направилось огромное количество воды с акулами. Этой техникой Кесами смог убить 1000 и вырубился из-за чакра истощения. Осталось пустых около 26 тысяч. Наруто на последних силах убрал барьер и вырубился. Все Каги и Альянс, увидев, что барьера больше нет, побежали помогать убивать пустых. Райкаги использовал покров молнии, Казыкаги – песок. Казыкаги, если что, это Гаара. Цучикаги использовал атомное расщепление, а Мидзукаги – техники лавы и пара. Первый отряд помогал с расстояния, второй отряд со средней дистанции, а третий, четвертый и пятый в ближнем бою. Тем временем Наруто встал, огляделся и сказал: «Нет, нет, неужели я всех подвел и умер?» – сказал, плача Наруто. «Нет, Наруто, ты не умер», – сказал неизвестный. «Ты кто?» – спросил Наруто. «Я – новая сила и конец войны. Финал. Я Рикуда Санин, или же Мудрец 6 путей», – сказал Рикуда. «Ясно. Так я умер или нет?» – непонимающе спросил Наруто. «Можно считать, что ты на грани смерти и жизни», – сказал Мудрец. «Понятно. Так зачем вы меня встретили?» – все еще непонимающе спросил Наруто. «Я дарую тебе силу, чтобы ты защитил землю», – сказал Мудрец. «Какую еще силу?» – спросил непонимающий Наруто. «Силу инь-янь», – сказал Рикуда. «Ясненько, но как получить ее?» – спросил уточняющий Наруто. «Дотронься до моей руки», – произнес Мудрец. После этого Узумаки подошел и дотронулся до ладони мудреца. Как только он это сделал, перед ним появились все хвостатые, и там все было по канону. Наруто вышел из подсознания и почувствовал очень сильный прилив силы. Он начал смотреть на себя, как он изменился, и только он заметил одно: на руках появились татуировки солнца и луны, или же инь и янь. Наруто понял, что это за сила, и включил режим Мудреца 6 путей. После этого он хотел уже побежать и сказать, что он еще может сражаться, как вдруг вышел он. Да, это был Менма. Как только Минато его увидел, он сказал: «Менма, почему ты стал таким?» – спросил Минато. «Почему?»
потому что я пожелал большей силы, и мне ее дали», – сказал с улыбкой маньяка Менма. «Хокаге? Это что, твой сын?» – непонимающе спросил Рейкаге. «Да, 2 года назад его кто-то забрал и убежал с Канохи с ним», – сказал расстроенный Минато. После этого Наруто добежал до Хокаге и Рейкаге, а впереди был Менма. «Ясно, Менма, тебе дали силу, но она тебя когда-нибудь погубит», – сказал безэмоционально Наруто. «Ха, это ты, демон?» – поинтересовался все еще с улыбкой маньяка Менма. «Демон? Да ты себя видел?» – спросил Наруто. «Да, и что ты мне сделаешь? Я бог», – начал нести чушь Менма. «Какой еще бог? Скорее петух, который попался на уловку», – сказал с улыбкой Наруто. «За это ты поплатишься», – произнес Менма и побежал на Наруто. После этого завязался бой между Менмой и Наруто. Они начали в тайцзюцу, в котором Наруто очень сильно доминировал. Поэтому Менма отпрыгнул и хотел сложить печати, но не успел, потому что Наруто уже оказался за его спиной и ударом ноги откинул его на 200 метров. «И это все, что может сделать бог?» – спросил насмехающийся Наруто. «Да как ты смеешь?» «Я так понял, это ты, о ком говорил мой учитель», – произнес Менма. «Все может быть. А теперь не отвлекайся», – сказал с улыбкой Наруто и побежал на Менму. Менма достал катану и начал ею биться, но Наруто тоже достал свое танто и начал очень сильно доминировать над ним. Менме это все надоело, и он активировал свой режим пустого. Как только он это сделал, он начал покрываться красной чакрой. Появилась маска и отросли волосы. «Ха-ха, что ты скажешь на это?» – спросил Менма. «Неплохой режим, но очень слабовато», – ответил ему Наруто. После того, как он это сказал, Наруто создал 2 клона, чтобы те собирали чакру, а оригинал надел маску Шинигами и начал бой с Менмой. Менма, конечно же, доминировал, ведь Наруто просто сейчас надел маску, а Менма в режиме пустого. Так Наруто смог продержаться 1 минуту, и после этого он развеял клонов, а далее зашел в совсем другой режим. Теперь чакра была не желтой, а золотой. Танта тоже перекрасилась на золотой, и появились золотые крылья. «Что это за сила?» Со страхом и непониманием спросил Менма. «Что это за сила, говоришь?» «Это новый режим. Пожалуй, назову режим божественного Шинигами», – сказал с ухмылкой Наруто и побежал уже с новым режимом на Менму. Они вновь столкнулись, и теперь Наруто доминировал очень сильно. Менма понял, что не сможет его выиграть, и попытался убежать. Но Наруто начал складывать печати. Футон, техника порыва, и огромнейший поток воздуха направился на Менму. Менма подумал, что от ветра ему ничего не будет, но как же он ошибался. Как только порыв смог достичь Менмы, его начало царапать, что даже исцеление маски и режима не действовало. «Ублюдок!» – произнес со злым оскалом Менма. «Это все?» – спросил с ухмылкой Наруто. «Еще нет», – ответил ему с улыбкой маньяка Менма и начал складывать печати. «Красное пламя! Техника уничтожения!» – произнес Менма, и на Наруто полетели очень огромные потоки красного пламени. «Вот черт! Что же мне делать? Может попробовать использовать белое пламя? Ладно, не попробую, не узнаю», – сказал про себя Наруто и начал складывать печати. «Широи, техника белого пламени дракона!» И белый огонь полетел на красное пламя. Наруто уже думал, что ему конец, но вдруг белый огонь побеждает красное и летит прямо на Менму. Наруто понял, что это его шанс, и сняв утяжелители, со своей скоростью оказался позади спины Менмы и самым сильным ударом ударил его, и тот полетел прямо в пламя. Но перед этим он стал кричать: «Ха-ха, когда-нибудь я отомщу тебя, демон!» – крикнул Менма, выпуская свою ки, но наш герой его не почувствовал. Наруто понял, что он выиграл, и улыбнулся, а после потерял сознание. После этого он оказался в подсознании. «Наруто, ну ты все-таки молодец, как же я рад, что ты смог выиграть его», – сказал с улыбкой Шинигами. «Ага, Наруто, ты молодец», – произнесли все 9 голосов. Когда Наруто обернулся, он увидел всех хвостатых и спросил: «Стоп, а как вы оказались во мне?» – спросил Наруто, почесывая голову. «Черт, Наруто, все-таки ты такой тупой», – сказал со скалом Лис. «Когда наш отец передал тебе силу, то он передал еще частичку нас в твое тело», – сказала Мототаби. «Ясненько», – ответил им Наруто.
Так они еще разговаривали очень долго, и вдруг Наруто просыпается в больнице, а на нем лежит Ханаби. Наруто посмотрел на нее и умилился. Посмотрев на нее еще 10 минут, он начал ее будить. Когда она проснулась, то покраснела, но потом стала говорить. «Наруто, зачем ты так меня пугаешь?» – сказала беспокоившийся за Наруто Ханаби. «Прости. И да, сколько я был в больнице?» – спросил Наруто. «1,5 недели», – ответила ему Ханаби. Ничего себе, удивился Наруто и начал вставать. Ханаби ему помогла. После этого они вышли и пошли к Хокаге. Когда Наруто шел, ему все поклонялись и улыбались. Наш герой сразу понял, почему это, но не обращал внимания. Когда Наруто и Ханаби дошли до резиденции, они постучались и увидели побитого Хокаге, и возле него стояла его жена Кушина Узумаки. «Здравствуйте, Хокаге-сама!» Не успел Наруто договорить, как Кушина подбежала к нему и стала расспрашивать и обнимать. Наруто все объяснил, и они ушли с резиденции. Теперь 23 июня считается праздником победы над Великой войной. Наруто стали все уважать, и теперь его не считали демоном, а наоборот, отличным воином. Все Каги объявили, что Наруто самый сильный шиноби во всех поколениях. Когда это услышали шиноби, они начали хлопать и свистеть. Так и прошло 5 лет. Наруто поженился на Ханаби. После этого у них родились 2 мальчика и назвали их в честь своего ненастоящего отца и его ненастоящего дедушки, а именно Майра Узумаки и Райка Узумаки. Они были гениями, хотя это уже совсем другая история. Конец. Итак, спасибо всем тем, кто досмотрел этот сюжет до конца. Надеюсь, вам он очень понравился. Кто не подписан, не забудь это сделать и нажать на колокольчик. Также вступить в Discord сервер обязательно, зафоловиться на Twitch и в группу ВК заглянуть по желанию. Ну а с вами был Ганзи. Это было объединение всех частей Наруто. Путь Бога Смерти. Еще услышимся.